нас не было. Ну что, ребятушки, всем приветики! С вами команда UNIO Production. И сегодня у нас начинается E3 с ребят Koch Media. Кто такие Koch Media? Это крупные европейские издатели, которые принадлежит Deep Silver и THQ Nordic. Deep Silver это у нас Metro, это у нас Dead Island и Kingdom Come. THQ Nordic это у нас что? Правильно, это у нас Биомутант, это у нас Готика. Я почему-то очень сильно жду Готику. И уже вчера еще на Summer Game Fest показали... На Summer Game Fest показали PayDay 3. И пока я сейчас пытаюсь настроить чатик, Кирилл расскажет вам о своем игровом опыте PayDay 3. Да, ну в PayDay 3... Ой, в PayDay 3. В PayDay 2 я наиграл много, на самом деле, часов. Играл не один с друзьями, потому что одному, в принципе, делать нечего. Но... И уже PayDay 3, потому что PayDay 2 из себя уже иссяк. Бесконечные DLC, хоть стоят они там копейки, но... Ну там сейчас, кстати, базовая игра о чем? То есть это как ограбление, то есть вы как бы... Ты сначала прорабатываешь свой план, как ты будешь грабить, что ты будешь грабить, ты выбираешь задания, там их огромное количество, опять же, от DLC зависит твои пушки и так далее, там даже есть мечи из какого-то дополнения добавляли. И то есть вы какую-то группу, вы атакуете как бы этот банк. Ну да. И ты можешь один с ботами, можешь вчетвером, там, можешь вдвоем с друзьями чисто. Ты можешь по стелсу зачистить, можешь штурмом, то есть, ну, зависит от того еще, какую ты экипировку изначально подобрал для себя и своей команды. Вот. Ну, то есть это потом уже Battlefield, как, помнишь, назывался? Hardline у них потом идею, да, подрезал, сделал это неудачно. Причем, кстати, это создатели были Dead Space. А потом подрезал идею Warface. В 22:00 E3. Привет, Глеб. Ну, как бы не E3, а как бы фальш-старт E3 от Koch Media, от крупного европейского издателя. Всем привет. Ну, в GTA, на самом деле, мне больше ограбления понравилось. Глеб, здорово. Но они отличаются, мне кажется, глупо сравнивать. Потому что... Ну, все-таки, как бы GTA помощнее ребят, чем даже ребята, которые делают PayDay 3. Ну, точнее, PayDay вообще. Ну, и сам геймплей, да, отличается именно ограблений. Мне интересно, что будет все-таки в третьем, потому что сколько уже лет прошло? Ну, слушай, ну там много, там получается в районе 7 лет. И они до сих пор клепают, ну, обновления постоянно. У них коллаборации, вот, по-моему, сейчас идет коллаборация с Saints Row. Ну, кстати, Saints Row тоже принадлежит. Ну, вот, поэтому у них типа ну, у них много с кем коллаб были, поэтому и с каким-то фильмом, который выходил, не помню, как он называется. Ну, то есть, так-то игра. Прикольно. Опа, ребята, переключаем вас на замечательную женщину, надеваем наушники. Короче, она сейчас презентует их новый лейбл, Prime Label, их издательский лейбл. I want to welcome streamers who are co-streaming this today. Ладно, не мне говорить, да боди позитив. Some of you guys are guys who I have looked up to and watched for many years. And speaking of people who I've looked up to for many years, I am so proud to introduce Jeff Keighley, who will be helping me co-host us through this entire list of games. Jeff, это она как бы ведущая, походу. А, нет, она вот передает. Prime Matter. I was honored yesterday to reveal the label to the world at the Summer Game Ну, короче, они все еще Kickoff продолжают event, продвигать свой этот новый лейбл, что сейчас вот они будут много игр под этим лейблом сейчас презентовать. You're going to go a little bit more in depth to talk about all these games, to talk a lot of the developers. But for those of you that might have missed it yesterday, or just want to see it again, let's kick things off with a look at the announcement sizzle reel for Prime Matter. Все. Опа, поехали. Так, и начали. Let's begin.
Так, все, киберпанк, уже понятно, что-то уже туда. Это сборник просто из всех. Ну, наверное. Там, да. О, Kingdom Come! Kingdom Come! PayDay! Это старые, вы чё? Ну, в смысле, пока они сейчас, наверное, показывают продолжение, это такое. Завтра Common Conquer они раз тоже делали. Они собрали справку из старых частей, чтобы, типа... Это вот что-то как будто Skyrim. Готик, кстати, может быть, кстати, ремастер. Is that who you are? My purpose makes me who I am. Они решили сейчас бахнуть быстренько все, чтобы мы такие, ну все молодцы. Being relied on to succeed where others would fail. Вот это как будто прям реально ретернул какой-то. Art World, Stars, Kingdom Come, Dolmen, Crossfire, Iron Fire, Iron Fire, King's Bounty, King's Bounty, они же, да, они же. На новом движке просто PayDay. Ну, King's Bounty, они же получают... Попрошу сегодня без оскорблений в сторону. Before we get into these incredible games, what I like to call the juicy bits, I want to talk to you about what Prime Matter is and who we are. Короче, сейчас мы уже начнем, она все заправочка. Это общее, да, сделать? Если мы не могу отдельно, что сделать? Не знаю. It dedicates itself to delivering a range of immersive and diverse games from amazing development talent all around the globe. It highlights the varied influences of global studios and their different approaches to game making. The new label will lead through creativity and expression with games that enthrall players with larger-than-life storytelling, create incredible moments, and above all, they're fun. The team behind Prime Matter is a melting pot of incredible talent, led by seasoned industry veterans and complemented by a young, fresh, dynamic team of multicultural gaming experts. Ну, короче, они сейчас, она пытается там тут нам сейчас всем рассказать, что как круто, что молодые команды, они сейчас им дают шанс, как бы, за счет их крутого девелопмента развиться. Painkiller тоже они сделают. Нет. Это продолжение будет или ремастер? Ну, новая игра, они ничего не сказали. Вот, 12 игр они сейчас представляют. Привези, кстати, вот ребят, мы, как европейские издатели, мы тоже как бы стримим напротив серой стены. Yes, there's a new Painkiller coming, and Todd is joining me now to maybe give us a few more details. I know this is kind of a fresh project for the team at Saber, and you guys, first of all, I love that you and Tim Willits are there, continuing to build out Saber, and Painkiller was a franchise. О, Painkiller, вот в чем, да, походу. We remember, it was it probably 15 years ago at this point? Yeah, it's been a while, you know, closer to two decades than one. My God, all right, well, but it's one of those classic games. Потому что у него там на заднем фоне, то он прям такой челик-то шарящий за вот всякие такие мясные шутеры. You've been in the industry like me all those years, and we remember that game. Why was this a franchise that you guys wanted to sort of bring back? Well, you know, Painkiller, when I played it back, наверное, в 2010-м, наверное, this такому was a вышло. game that had, you know, it was dark, a little twisted, intense, cool guns. These are the things that, асинхронно идет, и сложно смотреть, типа, понятно, что он здесь другой говорит, а он говорит он там. Короче, он пока, мы можем здесь немножко поговорить, потому что он по факту сейчас просто говорит, что вот там это все круто, то, что мы тут продвигаем этот новый Painkiller, что мы делаем все его качественно, все мы молодцы. Painkiller, does have a lot of that DNA of,
fast-paced action with a little bit of a... Короче, and the fact that you guys are working ты with слышишь, что он Prime говорит? Matter Он is говорит, also что exciting. очень много под You know, brand new DNA publisher, все brand находится, new поэтому мы label. понимаем, что вы не можете много о чем типа What do you рассказать think об of этой the игре. fact that they're doing this label and you know, it's such a diverse lineup of companies and partners Мне еще- around it. Меня еще радует то, You know, что I know они you все guys время work with a lot of постоянно publishers, говорят but вот it's это... pretty exciting to see a new label announced. That doesn't happen every day. Кому? No, it doesn't. Просто. And, you know, I think that, А, привет, привет. within the Embracer group, you know, it's just a, Hello. it's just a business that is growing. We've got great leadership at the top, and so Koch Media is, you know, wanting to expand their publishing, and I think Нет, that меня больше всего поражает то, что они реально говорят о Painkiller просто как, ну типа, пацаны, давайте просто поговорим о том, что мы делаем крутую игру, мы делаем ее очень Ну, крутой. если они так говорят, значит, это будет продолжение, а не ремастер. Не, ну скорее всего, ну просто... Не, если будет ремастер первой части, я скажу да. Зачем? Да, потому что она офигенная. Реально, в принципе, в нее даже и сейчас можно совершенно спокойно поиграть вообще без геморроя. Кирилл, давай улыбайся. Во все зубы. Yeah, no, it sounds like they have a lot of games in development. Нет, я Who are улыбаюсь. bringing back Painkiller is really И exciting. причем они And все I время know, говорят you know, fans, о of course, Painkiller через wanna know призму. a little Ну bit крутая, about, да, you у нас этот новый what's the лейбл game gonna издатель, look, да? what's gonna- Мы же how вас it's gonna издаем. play. Ну круто же. Он Probably говорит, can't share да, a lot да, of это все details классно. about it, but you're kind of in the early stages of development now on this. Yeah, super early. Нет, сейчас же and, абсолютно you know, новый if I- anything лейбл that I would share, создали, I'd вот probably этот get, Koch Media, чтобы the типа Assassination новые игры 4 back делать. home once I get back to the developer, because you know all these, you know, the first stuff that comes out almost always gets sort of iterated on and changed, and so we're trying to keep the lid on. Вообще сурово, они, конечно, затравочку дали, 12 игр мы вам покажем, All right, давайте well, поговорим we'll о be waiting for Painkiller. it, and we know with Причем you списка, involved, по-моему, Painkiller-то и it's не going to было. be something very special, Вот сейчас другая. fast-paced Списка action, слива. I have no doubt. So, Вчера же Painkiller затизили. coming soon from the team at Saber, published by Prime Matter. Thanks, Todd. Prime Matter, Thanks, published Prime Matter. Ребят, вы поняли? Prime Really Matter, can't новый wait лейбл, to hear Prime more Matter, about Painkiller запомните. and the fact that Ему там просто Todd, сказали, Tim, обязательно, and Saber каждую are минуту. working on it. New I Label, think it's Painkiller. New Label и Painkiller. Prime Label, Prime Label. So, you know, exciting Well, stuff in that sizzle no. reel, Painkiller, PayDay, but I know there's a lot more we're PayDay, going to talk about так, today as уже. well, right, Opal? Actually, Prime Matter has 12 games under development right at this minute. Почему We're он so начинает говорить excited раньше, to чем ее show you начинает guys what показывать? us and the Потому developers что are мы up to. смотрим не в тот экран, However, задержка здесь. before you see some of the content that we show you today, Она просто I с do тобой have to мысленный make it контакт clear установила. that some of this Ребят, is просто для понимания, у нас здесь pre-alpha, 4 alpha, монитора, high-level concept, и мы не and понимаем, some как of он it смотрит. is absolutely Я right пацанов around the специально corner. запутал. So У меня еще please пятый keep that in телефон. mind when you're viewing today's show. That А у being него, said, кстати, хорошая how do you аудиотехника, guys по-моему, feel наушники. about a psychedelic Да и платье ничего, third-person такое survival модное. horror game set on what it means to go on a journey about self-enlightenment and what happens when it all goes wrong? Чё она I говорит? got to speak with the developers of the Chant work in progress А, title какая-то about новая their игра game Chant. and who they are. Вот типа Chant, Our game is типа about приключенческая игра какая-то, вот, Chant. a spiritual retreat to seek enlightenment, and Это they basically get a little Майк more than Скупа. they bargained for. Он не, который And, Chant their делает эту игру. character Ну, has да. to deal with her own personal issues as well as the cosmic terrors that become awakened. Cool. So, what type of genre is this game? And it's a bit hard to pin down with the with all the different influences and styles of gameplay, but I'd say we're probably a survival action horror game. Okay. Не, они реально хотят And как бы what обо was всех the, играх как бы like, просто what was как the бы thinking говорить на behind стороне. that genre? Is it Игра something крутая, you guys да, игра like? крутая. Or Много is it различных just типов it came геймплея. Ну, они, наверное, What's время your пока decision затравка, а behind потом в конце that? просто выдадут какие-то Personally, трейлеры, we либо always, тизеры, и все на этом. Wanted to make Ну, a типа, им horror же game. нужно... Нет, тут, не, ну понятно, что... Part of our core team have a Если бы они просто вывалили трейлер, было бы Нет, ну, sandbox games. Я просто это представлял, знаешь, типа, ну как раньше делать, типа, трейлер, бах, ну и рассказывать конкретно. И сразу же как бы рассказывает о We чем. felt that the horror genre was a really exciting space to take that background and play around with. So, kind of sticking with the horror genre, why did you decide to go with that theme? It's not really like normally what you would see, this whole spiritual awakening thing. So what was the idea behind that? We Ну, типа thought it там- was just kind of an interesting Привет, именинника, territory to спецлайк. explore. О, днем рождения. There's, Нюка. there's a lot of influence
from Здоровье. like folk horror in the 70s and giallo horror and so forth that really inspired us more from Было бы неплохо, если бы они бы показали сначала бы игру, а потом они бы разговаривали. Правда, сложно как бы сопоставить. Они там какие-то спиритические, типа, игра... Фазмофобия 3? Да. Kind of more action-oriented and exploratory game mechanics we felt was a fresh take on the horror space. Fresh take, пацаны, это как бы мощный новый молодой удар как бы индустрии. What video games, real life media has inspired you to create this title? Реальная жизнь. Well, going way back when Resident Evil 2 is one of my favorite games Дай, of all пожалуйста, я time. послушаю. Alone in the Dark, Eternal Alone in Darkness. the Dark. So a lot of Короче, вот games они are говорят, very что они вот туда inspirational вот to us. The смотрят. game actually started off as То есть они a оттуда game вдохновение, with inspirational, fixed видишь, camera они angles and оттуда so ловят. forth, and then we over the course of development. Just especially really focusing on bringing more of an action element to it. We've since switched to an over-the-shoulder camera and haven't looked back. So kind of talking about changes and what you guys are doing on the development side. How close is the game to like the original concept? I understand you guys are still Kingdom Come Deliverance 2. Но вот сейчас как раз таки они здесь немножко затравочки сделали, первую часть показали. Ребят, вас 10 уже человек, для нас это уже колоссальный And I'd say the aesthetic and the themes, those all remain intact. I'd say our gameplay. Короче, они просто изначально сделали нарезочку своих игр. We added deeper mechanics, I'd say more action to the game. Our game actually has a fair amount of combat in it, especially on the melee side. Those were things that weren't too prevalent. Короче, они тут сейчас говорят о том, что у них типа будет оригинальный контент, они делают упор на милишную боевку, то есть типа игра будет а-ля Alone in the Dark, про спиритические сеансы с активными задниками, то есть с активным окружением, то есть ты сможешь с ним взаимодействовать. И я что представляю, что это а-ля какой-то Quantum Break. Что-то вот из такого разряда, только... Sticking on that point of, you got a small team, человек, there's a lot ребята, of challenges that comes with that. Короче, What was the hardest part of making the game so far? Ребят, кто the hardest part was probably trying to make a game Ты можешь камеру смотреть, будешь к людям обращаться. More realistic production values, because that's where our Production background value, comes from. On a smaller scale and budget. So for us, we had to be very strategic. Utilizing Unreal, we wouldn't have been able to build this game without utilizing an engine like Unreal. Previously, we had worked on Сейчас они говорят то, что они скорее всего делают игру на движке Unreal Engine, она говорит, что типа экономически это самый выгодный как бы движок и стратегически. Короче, на четвертом-то, если это они сейчас об этой игре говорят. All of our characters are also scanned actors, and we're using, also tapping into a lot of what's going on in our city. Vancouver has a pretty big film industry, so really tapping into the film and the effects industry and tapping into that area of expertise to, to just kind of try to do things as efficiently as possible. So you've mentioned like experience in the past and also kind of how rich Vancouver is. How much does that come in handy when you're working on the game? Oh, it's been extremely beneficial. Vancouver, is home to a lot of AAA studios. Короче, они делают, типа, то, что их студия в Ванкувере, в Канаде. Он говорит, что, типа, очень много студий, AAA студий, которые находятся в Ванкувере. Типа, это очень круто, то, что мы здесь тоже находимся. Я, Кирилл, это друг или тоже брат? Это уже шкарлатники. Local talent. We're working with union actors. We're scanning. Короче, он говорит, что мы типа работаем с актерами, делаем макап этих игр, типа движений. Короче, я думаю, что это реально что-то вот Alone doing the finishing touches on our new motion capture studio. So we're going to be doing a full cinematics push over the coming months. That's a really exciting
place to be right now. Awesome. Sounds great. In terms of exciting things, when it comes to this game, what are you most proud of at the minute where you are? I think the thing I'm most proud of is what a small Меня радует, кстати, ее вопрос. Когда игра выйдет, вы чем будете больше всего гордиться? В чем смысл этого вопроса игры? E3 же 12 июня, что это? Это как бы патч-старт E3, то есть здесь это нулевой день, как часто это бывает перед E3. Сейчас именно игры представляет Koch Media, то есть крупнейший европейский издатель, которым принадлежит Deep Silver и THQ Nordic. Так что считай, что это тоже как бы это нулевой день E3. Короче, это типа B2B хит, только с So finally, what are the benefits of signing up with a global publisher like Koch and also, you know, being featured on their brand new Короче, она label? сейчас она спрашивает, в чем прикол, ну, типа, в чем прикол, когда вас подписывает такой мощный как бы, издатель, как Koch Media. Provide more reach and more resources, but I think most importantly also just having a partnership on getting feedback and helping to really Ну, короче, он просто говорит, что это помогает как бы продавать игру, как бы. We've already received a lot of feedback on the title, and being a small team, we're often in our own little echo chamber, and you know, even in a short period of time, we've been able to act on a lot of the feedback, and the game is. Но причем больше он акцентирует на том, что это очень круто, когда у вас есть фидбэк, и это так помогает именно получать фидбэк. О, Kingdom Come Deliverance! Kingdom Come Deliverance! Мы теперь вот в таком формате будем все игры просто посмотрим. From psychedelic horrors to internet rumors, our next developer created the huge open world of Bohemia. Они сначала расскажут, through the Holy Roman Empire. However, there have been some leaks Вот, that this сейчас action прям RPG Дэниэль Вавра may будет. have Давай, a run on Дэниэль the Вавра, Switch. брат, давай. Opal sat down Чехи, with братья Warhorse наши. Studios to try and get Warhorse to the Studios, bottom. давай. Давай, Painkiller. Warhorse Studios, давай, брат. Kingdom Come Deliverance on the Kingdom Come Switch. Deliverance, That да. is quite Что? Yes, that's true. Kingdom Come Deliverance is coming Он to the за Nintendo Switch! Switch. Это реально то, что вы хотите рассказать? Kingdom Come выпускает на Свитче. Это правда! Вот это анонс! Я пошел! Confusion happened in the end of last year. We Warhorse Studios were preparing the release of the Kingdom Come Deliverance Royal Edition on PlayStation and Xbox, but someone most likely ticked the wrong box in Japan, and it looked like it's going to be released on Switch as well. Of course, there was nothing existing like that. We were not even thinking about the possibility that Kingdom Come Deliverance could go on the Switch. Я и представляю, какая это просто графика будет, потому что Kingdom Come она такая требовательная, она на CryEngine сделана. The snowball started rolling. All of a sudden, it was the talk of the day. Kingdom Come Deliverance is releasing on the Switch, but as I said, nothing like that was planned at all. Это говорят о том, что Now, a few months back, я говорю то, что они говорят, что они it was still somehow cursing around in the Nintendo database. Nintendo of Spain posted a picture on Twitter. Чуть опоздал, о чем сейчас речь, о какой конкретной игре. О той, которую мы очень ждали. Kingdom Come Deliverance на Switch, пацаны. Это очень крутая информация. Это каждому по Switch. А что у нас картинка стала? However, again, it created confusion. People were talking about it again, like, okay, so is it coming? Is it not coming? But for us, actually, and as I said, we didn't think about that until that time. For us, we started to think there's a lot of interest, there's a lot of buzz, people are actually talking about us, reaching out to us, like they seem to want Kingdom Come Deliverance on the Nintendo Switch. So we started to think, and since we are already in the Koch Media family, or the Embracer family, and there's a lot of talented studios, so is Saber Interactive. And who but them would be actually capable of bringing the Kingdom Come Deliverance version on the Switch? So we sat together, and now we are here talking about the Nintendo Switch version on Kingdom Come. What you're saying is that И мы здесь, мы говорим об... made this happen?
more or less, yes, the Он говорит, community что feedback мы we got, сразу of course, was a извиняемся big перед drive всеми for теми, this кто entire ждал project. Kingdom Come But Deliverance Ну, it с чему comes столько from было our слов general перед Лоано. background. So think of the Kickstarter Ну, project we в had in принципе, the их day. можно So понять, without потому the что community, there Switch-то wouldn't be any Warhol по Studios or any количеству Kingdom Come проданных Deliverance. обходит So we сейчас и always try to PS5, be very и close to Не, ну them PS5 and это они working together тапают with по-любому. and even coming Да. up with crazy ideas Ну, together PlayStation with 4 them. она, So, по-моему, еще не for обогнала, instance, но the сама Savior суть. Schnaps, our И own просто два liquor, человека we ушли после created того, later, как сделали came- Kingdom Come на was actually a Switch. community Я их idea. понимаю. We have our own beer brand. We recently released a blue brick set, like a building set for Kingdom Come Так, Deliverance. прикинь, вот они buildings. бедного одного чеха, который по-английски умеет And now разговаривать, one of the нашли, и он latest бедный тут projects просто is пытается the что-то Kingdom Come объяснить, что... Deliverance О, soap фанаты bar, Свитча зашли. which should give you the Так. real medieval smell. А, они, кстати, сделали In that case, этот, I must say, мыло it прикольное. actually medieval smells. Серьезно, Да, мыло? они сделали мыло. And, we are Надо coming up with заказать, crazy ребят. stuff Это like чтобы that, очищаться or от этой, которая our была next у new нас в кадре merchandise в обзоре на product Kingdom is, Come or Deliverance, который, не project забудь ее is a обязательно Farkle посмотреть. Вот это ты интеграции box game, kind запихнулся, of. да? So Мне кажется, Farkle, for просто those who don't владелец know, that's Warhorse like a закупился, короче, Kingdom Come мыловарней. Deliverance minigame, a И dice такой, minigame. надо You can как-то play in это the game. оправдать, эту And now покупку. with Griffon Studios, we are Ну, coming прикольно. up Интересно, with чем она a пахнет. boxed Сейчас потом мы version you заберем can книги в get свою and студию. play Farkle at Рыцарство. home Нет, against your бокс friend, вершин against это your то, friends, or что against your family это or типа whatever. вот So Griffon that's Studios pretty делает cool для if них you ask именно me. коллекционку. И отвагой. But generally, if you're interested in these kind of Коллекционка stuff, Я Warhol понял, Warhol я Studios, понял, social ребят, я media понял. accounts, Мыло you get это отсылка all к the information you графике. need there. Ooh, my favorite. Think Soapy about this. hot news. Кстати, у них здесь Speaking качество of просят. soapy hot news, how do you feel Гениально. about Warhorse being under the new label Prime Matter? It's a huge honor, of course. Вау! We were Как working вам together быть with под новым Koch for лейблом over 4 Prime years Matter? already. Вот меня так радует, то, что они 2019 каждый we такой... even, Ну как became вам part новый of the лейбл entire Prime Matter, Embracer а? family, Prime so Matter. Да могут себе that was a позволить, big thing, бабки and выделили, now being пускай, able пускай to хвалят. take Можно part игру in показать, what's даже хотя бы new, хорошо. be Вы there when анонсируете there's a то, что new она на label свитче. being Покажите, created. как она на That свитче is a big выглядит. thing Дайте for us. просто Может, поржать. они только If you начали consider that разработку, we может, come их there нет. as Ладно, an пока они Как они готовились к established E3, тогда partner вопрос. already, that is really Пока cool, они о and we are всякой looking фигне forward болтают, to ребят, a у bright нас future. скоро будет Камера. Thank you конкурс. very Это much. микрофон. We cannot see what Warhorse has got У нас cooking. скоро будет However, конкурс с until розыгрышем that time, клавиатуры, Toby, поэтому, bye. ребят, скоро будет So are тоже we. анонсы. Thank you very much. And Ты, в see принципе, you. как они инфу даешь. Internet rumors back to Поэтому ждите reality. We анонсы, will скоро have все more on будет. Это Kingdom будет Come явно Deliverance получше, for чем Switch Kingdom Come as we get Deliverance it. на Switch. All right, let's Так. move from Вкусом было. RPGs to FPS games. Final Form, Так, which is он говорит, a working переходим от title, RPG is an игр к action-packed шутерам. sci-fi adventure Во-да. where you play the role of a humanoid avatar of a Painkiller уже sentient говорили, spaceship кстати. sent on a mission to Что the игра edge После of the вчерашнего known анонса очень universe, жду инфу по battle Painkiller, an лишь бы все не unstoppable испортили. plague. The Братан, game is still Сейчас a скажут, что long это ways по ремастер Пейнкиллеру Painkiller они на поговорили в Switch. самом начале, просто Open поговорили о том, что круто мы делаем новую игру, но очень много DNA, поэтому мы ни о чем говорить не сможем. А еще хороший... Аллилуйя, все, заткнулись. System Shock. Музыка прикольная. Реально System Shock может. Музычка зачетная, качает, да. Как будто Deus Ex переиграли, пацаны. А, хух. Уже собирался уходить. Hi, we are Raycon Games, and what you have just seen is the first glimpse of our upcoming game called the Final Form. Final Form is an Hello. action-packed, epic sci-fi FPS in which you are a female-formed humanoid machine on a space mission with no return. Мы на космической станции, которая не вернется At the никогда heart of the game обратно. is a mystery and alien worlds to explore, but also an adrenaline-fueled combat. Короче, сердце In Final игры Form, it's all это about the freedom эксплоринг, and то есть power of изучение. movement, being a machine unrestrained by human weaknesses. Короче, как There are numerous мы хотим abilities and показать, gadgets that как come with быть your robotic машиной, body, so you can но со give слабостью yourself away to the человека. fantasy of becoming an unstoppable cybernetic goddess, blazing away in a spectacular ballet of destruction. Блин, я хочу эту игру, так они сладко рассказывают, мне так его жалко, я хочу эту игру. Raycon is located in Warsaw, Poland, with тебе могу additional дать team позитронник members поиграть. located all over the world. Это The то же самое, studio was founded абсолютно. and is Ребят, managed после этого видео entirely by зайдите, game посмотрите обзор на developers. позитроникс и поймете, про что я Since the говорю. Кстати, success у нас of тоже на Dolmen, канале. we've Ребят, grown не quite слушайте, я вас substantially. умоляю. Вы Currently, можете зайти посмотреть Raycon is этот over обзор,
но он все шутеры сравнит только с позитрониксом.
We are not a huge team, but what we love to do is to evolve together with our projects, constantly finding smarter and better ways to achieve something truly unique. Ну мы хотим типа достичь чего-то прям уникального. Just like we make games, aiming for the best results. Мы работаем на удовольствие, потому что мы работаем над играми. We strongly believe that the well-being of team members needs to be taken care of first, before we can pour all of that love into a game. Короче, он говорит, что игра будет хорошая. Мы верим в то, что игра будет хорошая, если мы наполним ее своей любовью. Ты можешь молчать, я перевожу. Короче, говорит, это очень круто, то, что мы под новым лейблом, вот этот Primetime. Короче, пацаны, он говорит, всем спасибо. Ну, короче, на самом деле, но тизер такой, точнее, тизер интересный, но тизер сам по себе сделан так себе, типа показали, как кинул гранатку и все. 3 кадра всего. Но, типа, я думаю, что это не Позитроникс, это именно Prey. Скорее всего, это будет этот Prey. Я имею в виду, типа, он сказал фантастика, типа, киберпанк. Ну, кстати, да, согласен. О-о-о. Это прям, я говорю, это Returnal, я не могу понять, что это. Это Returnal, но Returnal это же Sony. Это решает сделать похожую игру на Returnal, но не Returnal. Sony? Извините, это эксклюзив PlayStation 5, а здесь вон Unreal Engine сделали, будут продавать в Steam. Не, реально, но нет, это просто и символы те же самые, и костюмы. Может, DLC? Мы еще не видели геймплей, но ты все время все сравниваешь с Returnal. Жестко, по факту. Это вообще на Doom как будто отсылка какая-то. Кстати, это Warframe напоминает. Или Dolmen. Это игру, которая напоминает очень много... CTO of Massive Work Studios, who joins us now from Campinas near São Paulo in the southeast of Brazil. О, бразильская игра, кстати, бразильцы делают. Dolmen. Нет, ну спасибо, здесь хоть кадров побольше. So let me tell вот a little вообще bit на about чили what паре Dolmen сидит, у них там утро вообще. Dolmen is that kind of a game that where the hero needs to save everyone from an alien threat, fighting with all kinds of monsters and struggling to keep going forward. Yeah, that's the kind of game that Dolmen is not about. In this game, you actually save the drillers, which is the alien species that live on that planet, but you're going there to help a company save its investment. So you're not really the nice guy that's trying to save everyone. It's just a job. Короче, он говорит, что вы какой-то типа а-ля наемник, вы не делаете как бы вид, что вы хороший парень, вы типа делаете вид, что вы как бы выполняете работу. Ну, короче, челлендж, я говорю, это прям Returnal, очень похоже на Returnal, потому что именно челлендж в этом сеттинге, то есть, скорее всего, это реально что-то ближе к этому. All kinds of monsters and struggling. After all, it is a hard game. It's a hardcore game. Это hard game, но я говорю, это прям вот похоже. Awesome, thank you. So, when thinking about the name Dolmen, obviously you guys went for that for like a very specific reason. Она спрашивает, как вы вообще придумали название Dolmen? Что стоит за этим названием? There was many things that came to our mind when describing the name of the game. Короче, это очень много вещей, которые нам... Which means a single chamber tomb, a megalithic tomb. We thought it would be a good word to describe this stone, this crystal that we have that is related to that. In many ways, everyone that deals with this crystal in the game is close to bringing problems to everyone that is around. And we wanted this to be the main piece of the game. Cool. Awesome. And now I know that people не, сейчас, на самом деле, ну, как бы игры интересные, мне вот что первое вот это понравилось, что вот это сейчас мне тоже понравилось, в принципе. But how long has it taken to get to this point?
для it's Steam. been a long Видишь, там journey смотришь на since Steam. the beginning of the project. Это какой-то We Souls-like started Steam at, страничка есть. Ну, late да. 2016, so Нет, я имею в виду, it's что... been almost 5 years now, and Они probably 5 лет над этой игрой just a работают. bit more till it come out. Страшно сейчас But такие вещи вслух and говорить. about our journey, if it wasn't the support that we had since the beginning, either our community, the Kickstarters. Так это еще игра с Kickstarter. То есть они, видишь, они говорят, мы прошли большой путь вместе с комьюнити. Kickstarter, да, крупной игровой студии, нифига. Souls-like obviously inspires it. Издателя, точнее. Are there other games that inspire you, and also what games do the teams like? First of all, regarding inspirations, a lot of games came to us when we were producing the game and when we were first thinking of it. Obviously, we are really passionate and we really love Souls-like games. So, ну, короче, он говорит, на какие игры вы опирались, на какие жанры. Он говорит, вот мы очень любим Dark Souls, Souls-like игры. Those games were our main inspirations. But we drew inspirations from all different kind of sources. So we had inspirations. Мы искали вдохновение из разных источников. And also not only inspirations in other games, but also inspirations in movies and Lovecraftian stories. Вот он говорит, мы искали вдохновение из фильмов. For example, Alien, and Geiger, and those were our main inspirations. About games that we most like and games that our team likes, it's really hard to say because we have a team that ranges from liking Dota to CS and Souls-like games. Причем здесь Lovecraft, он вообще не говорит, что Lovecraft'ом они... Everyone of our team is Я не буду с тобой спорить, потому что нет что толку-то. Love doing what they do, which is a hardcore game. Yeah, and that makes sense as well when you get hands on Dolmen, all these inspirations that have come in. So the game is set in a sci-fi universe. Is there any specific reason you decided to go down that route? Was there any other routes that you considered at first? Yeah. Well, the humans are afraid of what they don't know. And the universe has infinite possibilities. Он говорит, типа, короче, люди боятся того, чего они не знают. There's always something unknown that we can explore in space. So that sci-fi setting, really, sci-fi setting, короче, в игре, изучение космоса. Something that we could use to throw everything that our insane minds could come with. So we wanted to он говорит, там что-то будет такое крышесносное, что просто... To present the player a world of unknown that he can fear and he can... Они, короче, прям говорят, что мы хотим, чтобы люди боялись, чтобы они наслаждались. On the point of humans and Earth, you guys are based in Brazil, which is awesome. Are there any specific challenges that you faced? Вы находитесь в Бразилии, и были какие-то вызовы для вас из-за того, что вы там находились? Challenges that we faced along this 5-year journey. We испытали много различных проблем в этом пятилетнем приключении нашем. So 2020 and 2021 was a really challenge for us, but it was something that we could adapt well, especially because even that we're based in Brazil, we're not only based in a single location in Brazil. We have people spread across the country, so it was easy enough to overcome that challenge, but there were several challenges since getting development kits and finding people that are really. Короче, он говорит, что было очень сложно найти людей, которые разбирались вообще во всех технологиях в Бразилии, то есть мы очень много сталкивались с проблемами. Something that our company appreciates the most and really gives value is the people that we work with. They were really incredible people, and they were really rare over here. Absolutely, that's really cool. Ну а теперь давайте поговорим про Prime Matter. Theme of development and challenges. Given how development and technology often dictates how a game evolves throughout its development, how kind of close are you to the original concept that you guys came up
for Она говорит, Dolmen? что многие девелоперы влезают в разработку игры. Насколько далеко вы отошли от стартового концепта? Really small. In the journey of the game, for example, it started as a concept from a few friends that get together and they brainstormed it for months, the game. Короче говоря, что мы собирались с друзьями, мы брейнштормили вообще всю эту игру, как ее делать. When we first started the game is huge and is insane and has a lot of background on it. Когда мы первый раз запустили игру, она была огромная, она была слишком велика, и в ней было очень много багов. A lot of it has been built, so people that love lore and the universe that we are creating, they will have a lot to explore on that side. But the game and from its original concept evolved a lot, especially now that we have more tools at our disposal. So on the tech side, мы еще сильнее наполнили ее контентом эту игру. Back 2016, we didn't have all the resources that we have now. So, of course, we made some sacrifices. То, что мы там раздавали там в 2016, в принципе, не сильно отличается. But we were never happy with satisfied that point of satisfaction, you know. We want to reach more. At the end of the day, мы типа недовольствуемся малым, мы хотим достичь большего. But on top of all, we want to make a brilliant game for the player. Он говорит, что нам было весело, но главная наша цель — это именно предоставить игру пользователям. What was the hardest part of making the actual game? I believe that we could have gone into different options, especially, for example, we could have wanted to make it a game that was simpler or smaller or not have that many hours of gameplay. But we decided to go to a hardcore game, even that's a first game of our company. So we decided to go full in into that challenge. We faced a lot of challenges, as I mentioned previously. But I believe the hardest part of the game was finding the correct professionals. Ты можешь, когда он говорит, не говорить, я теряю суть его слов. Он говорит, самое сложное в игре — это найти какой-то путь. Вот, и дальше я не понял, что он сказал. So it was a difficult decision, but Типа он говорит, что это сложное решение, то, чтобы сделать игру для определенных людей, которые любят сложности, а не типа делать ее проще, чтобы это как бы была более популярная игра. Он говорит, типа, я все время говорю, что типа люди прям бросают вызовы. But it's hard. Он говорит, я хоть и говорю постоянно о челлендже, но это не значит, что игра нечестная, то есть ваши ошибки — это будут ваши ошибки. 5 years of development, which is a crazy long time. How have you kept yourself motivated? How have the team kept themselves motivated? Он говорит, 5 лет — это большой срок, как вы находили мотивацию для разработки игры? But I would say that most of all, we were always having these meetings in order to play the game. Even now that we are remote, we keep getting up every day and making a meeting постоянно общались, постоянно в нее играли, то есть там не было какой-то отдельной мотивации для этого. Also, a lot of things that happened before COVID was the events. The events always made us super happy. So showcasing the game to everyone and getting the players to play the game and see how they react, it was something incredible for us. It really made us feel proud of what we were doing. Yeah, absolutely. I feel like everyone's missing that event feeling, right? When you actually get to see people in the games and you're like, oh wow, everyone's loving our games. I think it's something that everyone is missing. Я желаю вам, чтобы люди как бы вот играли в вашу игру и такие, ого, крутая игра, и это будет вас мотивировать. Yeah, we did that. I believe that the universe that we created is
amazing. It has a lot of background from it. So, for example, we even made some comics for it that we prepared. We had a lot of story. Ряд комиксов, где будем рассказывать какие-то истории. И они говорят, что он говорит, что мы гордимся той вселенной, которую мы создали. And now that we have partnered with you, getting to expand that universe and getting to get closer to our original concept and what we meant for it. Он говорит, то, что мы смогли именно сделать как первоначальный концепт, то есть мы не сильно от него отошли. Ну и теперь поговорим о том, какие плюшки дает вам наше с вами сотрудничество. Мы предполагаем крутые продажи от вас. Хоть честно сказал. We couldn't make it for ourselves. They have an amazing team of QA, localization, so we can reach different countries and players everywhere. Нам проще будет делать локализацию для игр. Producer that work with us, helping us reach our goals and really deliver the game that we want. And without Koch opened the doors for us on that sense. And being part of this new label is a great opportunity for us, and also to know other game developers and expand the game community. And, and to meet you то, что типа такой издатель, он всегда общается с своим комьюнити. Я честно, я, конечно, человек, прям не сказать, что прям слишком шарю за все эти студии, но, если честно, я только в этом году узнал о Koch Media. So excited to actually let people play this game at some point under this new label. So thank you so much for your time, Gabriel. It's been awesome talking to you. And Габриэль, красава, поиграем. King's Bounty 2. Ну сейчас будет Soft Club наш вещать. Потому что King's Bounty это наша игра, Soft Club'овская. Да. Now, the first title from Prime Matter will be the beautiful, highly anticipated King's Bounty 2. We have a first look at the gameplay trailer, and then Opal... О, геймплей трейлер! Ну, хотя его уже показывали, King's Bounty трейлер, поэтому... Николай Пришников, ребят. The balance is off. King's Bounty, кстати, в этом году выходит. Our land, Nostria, dances on the knife's edge of fate. King Claudius, my father, cannot lead, and his absence has set the realm in motion. Something is coming. Now the burden of the crown falls onto me. Nostria was flourishing, but there is unrest. It used to be beautiful here. My wife and I had a nice life then. Conspiracy, sabotage, necromancy. They all threaten this land asunder. But we must unite, for distorted terrors are Конечно, единственный момент, мне вот что пока не нравится, вот графика уровня 2015 года. Вы мне извините, конечно. И, конечно, мы игры не то, что всегда за графику ценим, но все равно как-то странно, вот и модельки, и все остальное, это 15-й год. Это вот 15-й год, это важно. 15-й год, ну, это игра Dragon Age Inquisition а-ля. Не, ну, типа, как для нашей игры, в принципе, это... Ну, вот, нет, вот смотри, вот светлые моменты, типа, нормальная игра выглядит. В темных моментах, значит, вообще прям... страшно выглядит. Надо будет King's Bounty первый пройти. Очень... Где-то я видел этот логотип. Очень мне что-то напоминает. Thanks for joining me. And I am joined by Nikolai
Давай, Николай Рыжников, она как бы она очень страшно читает русские фамилии. So King's Bounty has been years in development and has a 30-year pedigree. So what is it that makes King's Bounty 2 so special? Что делает King's Bounty? Здорово! Прям наша! Барышников! Она как она прочитала фамилию Барышников? Капец, она его прочитала стрёмно. Я извиняюсь, конечно, но, по-моему, даже у бразильцев был свет хотя бы, чтобы более нормально. Absolutely, and kind of speaking about that, and I know as you mentioned, the first King's Bounty was 1990, and then you had your the King's Bounty that you guys created in the 2000s. What technical improvements now that we're in 2021 are you most excited about implementing into the new King's Bounty 2? Очень продвинулись технологии, как вы этим воспользовались? Ну, типа у нас core геймплей основан на сражениях. Ага, то, что в первой части у нас были именно плоские поля битвы, а сейчас у нас 3D. And then the whole we decided to move more towards games like Fable or Mass Effect, kind of epic. Okay, ну типа мы двигаемся в направлении таких игр, как Fable. Have a top-down isometric view of tiny little character on a horse just galloping around the map. So we are moving towards this kind of epic fantasy adventure. Они двигаются в сторону эпика, фэнтези. Мне показалось, как будто у них там дверь в студии закрылась. So speaking of the other King's Bounty games, will this King's Bounty 2 follow the other stories of the games, or will it be a standalone title? Она говорит, будет ли King's Bounty продолжать историю первой части, или это будет отдельно, как бы, отдельная настоящая игра? There are a bunch of evil guys. There's a small quest, and I would say that previous King's Bounty it was not like an epic RPG adventure. So the game was more about just battling random monsters on the map. Он говорит, ну слушай, в первой части не было какого-то прям офигенного фэнтезийного РПГ мира, это была просто игра про сражение, то теперь вот мы двигаемся, как он изначально говорил, к фэнтези и эпику. То, что типа менять персонажей, менять мир. This is a rare combination where our game, King's Bounty, is not an action RPG. It's not a Witcher game where you have to, Witcher game, что это как экшен RPG, а да, как Ведьмак. Enemies in the field. It's interesting crossbreed of a high fantasy role-playing game with a tactical. Короче, это будет какое-то объединение именно. Я думаю, что это будет похоже на Final Fantasy именно первого варианта, то есть это как бы RPG составляющая, а сражение как Final Fantasy, то есть was a modern remake of XCOM, for example. Because I was a huge fan of XCOM that was released in 1994, 1996, and the modern console reinvented of XCOM. This is something we're trying to achieve with King's Bounty, really make a modern game that works well on modern platforms, that works well with current understanding of gamers, how a game should look like. So we're trying to enhance it in every possible direction. Yeah, cool, awesome. Kind of speaking about the story of King's Bounty 2 and how it differs, it appears to have a darker, more gritty aesthetic compared to its predecessors. What was the design philosophy around that? Why did you decide to go with that instead? That's an interesting question. We've been debating on the design approach. And again, as I said, we spend a lot of time prototyping, working on the core gameplay and the looks and the art of the game. Previous game had this more cartoonish, kind of fancy indie look, but we decided we are now trying to play in different league. We're trying to make a much bigger title, a big game, an epic adventure.
Короче, мне нравится, как он все время говорит, что мы стараемся делать более крутую игру, более эпичную. Это очень опасные слова на самом деле. Когда ты так говоришь, это вот сразу же люди будут сравнивать и как бы подтягивать эти слова, особенно у нас. У русских. Kingdom Come. Их студия где находится в России? Это наша игра полностью. Soft я говорю, в Москве. Издатель, получается. Soft Club. А мировой издатель как раз таки Koch Media. That was the main philosophy. Plus, game development evolves. And I don't think that it's a good idea. Они опять говорят о том, что как круто, что мы с Koch Media работаем. Replica with slightly enhanced graphics in 2021. So you need, especially for consoles, there's a specific expectation from somebody coming to the store. Я сейчас только что подумал, а неужели вот эта вот первоначальная нарезка, это, короче, и был этот... камера опять у нас. Походу, да, на каждые 30 минут, ребят, сейчас, секундочку. Ну все, она... Yeah, so we've mentioned that this game combines different kind of like ways that you can play the game, basically, you know, from third-person RPG elements to this unique fighting system, this kind of chess-like fighting system. Да, chess fight, типа а-ля шахматы. Why did you choose, you know, with the evolution of game design and how people play games, why did you choose to stick to these hybrid game mechanics? Do you think that this is kind of типа вся индустрия двигается в сторону упрощения геймплея, почему же вот вы решили именно остаться вот в очень такой игре для умных? Combat from King's Bounty, then it becomes, I don't know, Mass Effect or Kingdom Come. So this is so we can play around with the evolution of this gameplay, make it. Он говорит, типа, ну мы могли бы делать там какой-нибудь Mass Effect или Kingdom Come, но при этом мы хотели типа остаться именно с своей аудиторией, со своей идеей, своей фишкой. Not the other way around. So again, gamers who like RPG with shooting elements, you know, games like Cyberpunk, this King's Bounty is probably not for them. I'm sorry, just нет, что в RPG есть как бы такие RPG как с элементом шутинга, как Cyberpunk. 3D world that you're creating when it comes to the fighting style, and then these RPG mechanics and making this world feel more alive and more exciting. What was actually the hardest part of you making the game? What took the longest time? What kind of какая самая сложная часть игры, которая чтобы было сделать, что заняло больше всего времени? This multiple platform game, so there are specific technical issues that. Он говорит, из-за того, что эта игра мультиплатформенная, было очень сложно технически всю эту игру, все эти игры соптимизировать. Specifications, TCRs, approvals, so that он говорит, типа много различных подтверждений на разных платформах. As soon as we went away from this kind of cartoonish, kind of, you know, easy-looking isometric view into a 3D high fantasy and the production of assets, so we wanted to be like a huge map, 3D populate this map with a lot of characters that would just move around. Типа сложно сделать большую карту, которая будет наполнена различными персонажами. We decided to produce a lot of engine-based cutscenes to push the story, to explain what's going on. We even had to buy our motion capture studio. We, you know, ну он видишь, конечно, типа еще мы тут motion capture. There are hours and hours and hours of, you know, in-game-based cutscenes, which in the past would be just dialogues and pieces of text. That was another huge complication. No, absolutely. And then the final question. Я прям как будто породился с ним, с этим Никитой Барышником. Вот серьезно, я уже послушал, и мне уже опять хочется играть. Хотя изначально по трейлеру так и не скажешь. О!
Рубрика «А какие же плюшки вы получаете от работы с нами?» Здорово, здорово, Вов, здорово. Ну куда же у нас без инь-янь? Ребят, вы извините, вот именно вот эту часть я не перевожу, потому что она у всех одинаковая. Это очень круто, работать с таким крупным брендом, очень хороший фидбэк от комьюнити, очень круто, что локализуется по всему миру, легче достужать, да. То есть они кооперируют, ну то есть, ребят, это в принципе все одно и то же. Он говорит, мы на рынке очень-очень много лет. That we might not have the human resources to deliver. Мы боялись, что типа нам не хватит ресурсов, чтобы донести свою игру людям. Так эффективно, как это делает Koch Production, Koch Media. You know? Awesome. Well, that's it. Thank you so much for your time, Nikolai. And Николай, спасибо большое. Так, Scarves Apple. Me too. Trust me too. After 2 years of development, that will be one of the most exciting days for me in 2021. Короче, походу реально вот эта первоначальная нарезка, которой мы выпендривались, это было не просто типа вспомним старые игры, это была нарезка тех трейлеров, которые они покажут. However, this next title speaks to me on a gaming level unlike any other. This third-person action-adventure shooter will keep you up at night, короче, 3D экшн-шутер. Короче, экшн-шутер от третьего лица, где вы будете встречать инопланетян. Guys, sit back, relax, grab a pillow, because you get a world-exclusive look at Sky. Ребят, мы сейчас мировой эксклюзивный контент сейчас посмотрим. О, боже мой! Спасибо за подписочку. Спасибо, да. Так. Она нам сказала откинуться на спинку кресла и взять пилюлю. И расслабьтесь. И расслабиться, и пилюлю взять. Не знаю, пила. И будем смотреть на новый Star Trek. Так. Да, без острых шуточек. Мне, кстати, это начал на Годзиллу последний, помнишь, что смотрели, похоже. Тоже. Я извиняюсь, конечно, но опять-таки это сканирование и этот весь интерфейс, я опять это скажу, уж простите меня, но это похоже на Returnal. Ну вы посмотрите тут. Вот это анимация! Она прям бьет как в этом мечом из Returnal, что у нас еще там будет? Но главная девушка, главный персонаж. Это на таком расстоянии лутанула ящик. World Exclusive. Вера. Мы должны верить. Ты монтировал. Ты хочешь сказать нет? Ага. Прицел отличается. Да, опа! Ша! Ну, вот это как быстрее будет. Они вот частички, видишь, появления. Извините, но звуковое сопровождение этой игры просто убийство. Не окончательный вариант. Тем более ты смотришь задержки, надо туда смотреть, чтобы полностью картина была. Какая разница? Я вообще про звуковое сопровождение. Ты монтировал! Ты видел? Ну, кстати, если на буковку Е, скорее всего, это и на компе. Это Returnal для нас. Арахнит скорпиоид. Не, выглядит красиво. Не, нет, ну, у нас сейчас качество порезанное, но я говорю, в принципе-то... Нет, я, кстати, не ожидал. Очень много годных игр, то есть, ну, реально. Я тоже вообще не ожидал. Давайте посмотрим правде в глаза. Как его, сейчас... Большинство игр очень сильно похожи друг на друга. Я, конечно, прекрасно понимаю и делаю на это скидку. Говорить сразу, что эта игра очень прям похожа на другие игры, прям, ну, ребята. Мне нравится человек, который прошел 5 видов игр, 5 вариаций этих игр. Я и прошел уже больше. Можно мы посмотрим? Давай, и потом ты скажешь, когда...
Так и есть затыкаю. Смотрите, здесь получается крафт. Как в Dead Space. Я вам говорю, ребят, 5 игр, загибайте пальцы просто. Позитроникс, Dead Space, еще 3. Кстати, героиня очень сильно напоминает Лару Крофт, да? Не находите? Кстати, косички как раз. А это уничтожение яиц и залили галочку, которые мы прошли последние. Если он колония Маринска, это считайте тот же самый Элиан. Ну, колония Маринска. Ребят, 16 людей нас смотрят сейчас. Спасибо, ребят. Ребят, всем спасибо. А, кстати, монстры-террористы из StarCraft 2. Или из этой невыпущенной игры как раз таки по StarCraft. Нового StarCraft. Единственное, конечно, что вот да, вот реально, вот именно музыкальное сопровождение у игры, вот такое прям мистерика, вот, мистерию, вот это что-то такое туда. Говори прям унылое. Вот это, еще мне не понравился этот типа бой ее, да, то есть там вылез моб и такой типа, вот, давайте вот сейчас динамичная сцена. Нет, я думаю, что это просто, может быть, они еще не вставили, ну типа обычно, да, в динамичной. Ну это же по-любому какой-нибудь альфа версия. Кто там что про биомутант говорил, да? Вот. Гигантский AAA проект. Какой AAA проект, это все небольшие студии. Аракросс будущий крафт, как вы очень много ставить. Ну что, вот да, не было крафта. Да. Не было крафта. Вот это жопель! Не, ну, десяточку жопели, да. Мне нравится как World Premiere снизу полоску, мы с вами видите, внизу посмотрите. Нет, ну, на самом деле, в эту игру очень сложно будет играть, в том плане, что, типа, она очень напрягает. Ну, то есть, как бы... Очень напрягает, и, во-вторых, это, знаете, короче, вот такой, но вот если вы посмотрите название Bright Memory, который, кстати, скоро доделаю все-таки, то вот очень сильно похож. Нет, но пока видно то, что не хватает, может они сейчас доделают какие-то анимации, добавят музыки. Да, то есть, ну в принципе, как идея интересная, выглядит как такой хороший AAA проект и... Там в игре, там болото или... То есть, видите, вот именно какое-то будет изучение вот этой всей флоры и фауны. И, возможно, будет увеличение урона по этому типу. Data required. То есть, короче, вы будете исследовать, видите, тут именно как находить улики, вот, чтобы записать это в дневник свой. Видите, data required to explorate in conclusion. То есть, вам надо будет исследовать какую-то тварь, чтобы какое-то свое заключение дать. Видите? Да. Там эта фигня замораживает воду. Превращает воду, да, в лед. У меня такое ощущение, как будто человек, который как будто делал этот запись геймплея, сам не знает, какой это игра. Ребят, кто играл в Kingdom Come Deliverance? 5-я, пацаны, 5-я пошла. Вот там такие же типы изучений были. Да, на стриме собралась элита, поэтому не стримила. Спасибо. Ну да, там был принтер, но это просто был неполноценный. Нет, ну слушай, да, ну как бы... Но это не, все равно неполноценный крафт прям. Я это воспринимаю просто как магазин более. Да. Подошел, купил. О, кажется, жопа, пацаны! Это... нет, кстати, обратите внимание, на что они обратили сами внимание. То, что, типа, она убила его, ушла, вернулась, а эти уже как падальщики дожирают. А это, видишь, это походу твоего сородича хочет типа похоронить и вот эту тварь. То есть именно как... Вообще-то он сам его хочет сажать, а как эта каменюка успела мхом обрасти? That really was something. And last week, Opal had a chance to talk to the developers, Mad Head Games, and ask them what their game was all about. Hello there, guys. Joining me now. Нет, вообще, в принципе, прикольно. Удивительно то, что типа уже 3 хороших игры показали. Dolmen, этот как его... Предыдущий, не помню. Chant, по-моему, называется. So, Scars about, an alien object appears near Earth, and a team of astronauts is, sent to explore it to do a close-range scan. У него, кстати, PlayStation 5 есть.
for some reason that I don't want to go into now, this results in them like in an event which causes them to be transported to an unknown alien planet. So, типа произойдут какие-то события, которые нас приведут на эту планету. Она астробиолог. Она типа одна из членов команд астронавтов. Да, как Детройт, похоже, то, что улики исследуют, да. So one moment she's with her team in the ship, and the other moment she's on this strange planet alone. So короче, она была частью команды, и тут она внезапно осталась одна на неизвестной планете. That her team is also stranded on the planet. She has to find them first. And it seems that some time has passed. She doesn't understand why. Она типа чувствует то, что время как бы движется вперед, но она как бы остановилась в нем, и она типа пытается понять, почему. И типа создание пытается ее убить, и она не понимает, что. И она пытается найти, понять, что вообще происходит. Как она здесь очутилась, что это вообще за планета. И она пытается изучить, какая типа мистерия стоит за этим всем. Это правда Returnal напоминает. Ну, ага, типа, что где будут какие-то элементы страшилки, скери. Который огромный мир, который как бы мерзкими существами наполнен. In the game has its roots in the real world, and how much is just plain crazy sci-fi? Well, it's mostly sci-fi, but the themes come from the real world. So they're inspired by the real world. I think the best stories come from the real world, even if they're, мы типа не старались сделать какую-то мистерию, мы типа, я считаю, что типа самые крутые истории это типа реальные истории. Like there's always this component. So on one level, Scars Above is about reason versus terror. Типа, что игра как бы состоит из нескольких составляющих. Первая часть это... Dead Island нет, еще не показали. And this fear, gives birth to some unreasonably dark actions, which lead to more bad things and more fear and more bad things. And in a way, Scars Above is почему-то сейчас все игры про космос у них, они страшные и сложные. То есть 3 игры, и все 3 страшные и сложные. Knowledge against ignorance. So apart from kind of staying within sci-fi and obviously that kind of opening up the possibility that this can actually happen makes sci-fi what it is there any other important reason to you to keep, that sense of realism still there in the game? Как вы добились какого-то реализма в игре? Yes, there is a reason to keep realism, but I think the better word is to make it believable. Короче, он говорит, что мы пошли на вот этот шаг, чтобы сделать реалистичную игру, чтобы люди больше в этот мир поверили. It kind of is like there is fiction element to the sci-fi, right? But we want to make it believable, and the reason why this is это плохо, когда есть какая-то фальшь в играх про sci-fi, мы хотим, чтобы это было именно, чтобы вы поверили в это. I would like it if people actually ask themselves, like, what if this really happened? What would I do if I were suddenly stranded somewhere on this strange, far away from home world, мы хотим показать, чтобы именно вы, как человек, почувствовали, что бы вы испытали, если бы вы были там каким-то астробиологом, который оказался на какой-то неизвестной планете. We don't want to go like super realistic, but we do want to make it believable so that. Мы не ушли прям супер реализм, но хотели бы, чтобы мир был, типа, вы в него поверили. What would I do if I was in this situation, and мне нравится, you know, ребята. What if an alien object does appear near Earth someday, and what would happen? Absolutely. And then you mentioned the lead protagonist, Абсолютно, хотите ему руку пожать, сказать, молодцы, ребята, делайте хорошие игры, чтобы мы в них играли. Kate is awesome. We love her. So Kate is a very strong, but also very caring person. Я тебе напомню, $60 не изменились только у нас в стране. A team member, a colleague, and a
explorer, and you know, she always has like this Может, мы не про политику сейчас, мы про игры будем. But one thing she is not, and that's a warrior, like a trained warrior. She's not a soldier, so she's not like a space commando or anything. Короче, меня радовало то, что это они опять, короче, вот на эти грабли типа Лары Крофт, то, что она как бы не... Она типа не командос, она типа не какой-то там солдат, она типа именно как воин. So she has like a strong will, a sharp mind, and she's very brave and tough. But you know, like she's under tremendous stress in our game, and you want to show how vulnerable she is, how scared she is, how distressed. Because like true courage doesn't come out of lack of fear, it comes in face of fear. So we Пятая игра, пацаны, вот мы и замкнули эту великую пятерку игр. The fact that she's overcoming this, like fighting her emotions, fighting you know all the stress, that makes her courageous, and that's great. Мы можем как бы послушать, человек как бы про игру рассказывал, про интересную игру. She's susceptible to panic, which I think kind of makes her relatable. Like she's not like, you know, I'm all out of gum, I'm kicking ass and chewing bubble gum, and I'm all out of gum. You know, like that's. А мы типа не хотели делать крутого персонажа, который пинает всем задницы, держа ствол в руке и типа жуя жвачку. But then, and that's what I really like when her voice breaks, when she's like really scared, but she like clenches her fist. And you know the adrenaline kicks in, and she pushes мы хотели through, передать you know, ее именно страх, она типа человек. Мне нравится, как вот реально, это один в один то, что говорили про перезапуск Tomb Raider, когда она бедная, она... and survive against the odds. Awesome. So you mentioned that, you know, Kate's a team player and that Scar gets sent up. Who else is in the team? Who else are we going to be meeting on this adventure? So she's a part of a 4-person team. Она часть команды из 4 человек. Commander Robinson, Richard Команда Робинсон, Ричард Робинсон. A person with a military background, like a pilot. Он человек с военным прошлым, он пилот, он офицер, он как командир всего этого. Всей этой команды специалистов. Идея неожиданно появилась, ученые. By her close friend Tamara, who is Тамара, ребят, там Тамара. Also like a scientist and an astronaut, and by Mike. Тамара, Майк, Ричард Робинсон и наш героиня. Специалист по коммуникейшн, ну типа по коммуникации. Короче, и наша как бы героиня отсоединилась от них. I don't want to spoil anything, but you know, Kate obviously cares a lot about her teammates and her friends. И она, типа, вот наша героиня очень волнуется за своих членов команды. Мне кажется, или, в принципе, один и тот же вопрос задан всем, чем вы гордитесь? So, like, making a game is a huge effort, and it requires a lot of hard work, focus, energy, dedication, but also cooperation, communication, support. So it's just like looking at a group of people working together on a common goal, that's really inspiring. And I think that's truly the case with any development team. Like when you ask them like what you're most proud of, you know, and I keep thinking like one day in the far future, I may actually forget some of the details during the development, but I will always remember the people I worked with. Короче, такая четкая мысль. Он говорит, то, что я спустя время забуду некоторые детали, но я никогда не забуду о тех людях, с которыми я работал над этой игрой. This is a game, you know, with many firsts for us. So having someone to just like, you know, share thoughts and share the experience is really valuable. But, you know, on a personal level, I have to say this, and I'm being perfectly honest, like the biggest benefit for me was meeting a bunch of great people on your side. And I truly mean this. Like, типа очень круто, когда за твоими плечами, за твоей спиной такие крутые люди. Я про вас то же самое, пацаны, говорю. Not just talking about the game or how we can make it better, but you know, just like we talk a lot. Круто, когда вы в команде. Like we chat about various things. Just meeting you guys, like it's a tremendous boost to what we're doing.
and you know, I don't want to downplay like the obvious benefits, because there's a lot of them, like their infrastructure, the resources. But you know, for me personally, it's just like meeting and getting to hang out with you guys. That's really awesome. Absolutely, and it's a pleasure to hang out with you as well, Ivan. And thank you so much for your time. I cannot wait to let people play Stones Above, because I know that we have so much fun with it in the office. So thank you very much. And yeah, we can't wait to see more. Thank you. I'm looking forward to people playing the game. I'm really excited about it. And thank you for this talk. Yeah. Sure. And now for something Encased, да, Encased. Brian Fargo himself, the granddaddy of Brian top-down Fargo. isometric RPGs, says he is excited about a game that's gotta mean Prime Matter is getting something right. Encased is an isometric dystopian sci-fi RPG scheduled for release this autumn. And this new trailer, which we're unveiling today, to give you a pretty good flavor of what the all about. It's 1976, and the future has arrived. Будущее пришло. О, это Fallout 2? Я имею в виду, я понял, короче. После Деспирадо, после Вейстланда решили тоже в изометрии удариться. Does it run on perfectly harmless nuclear power? We need to know, and humanity is waiting for you to help unlock its secrets. Descend into the dome itself and join one of our incredible research teams. The only question is, which wing of Cronus is the best fit for you? Силовая If you броня. like taking orders, cracking heads, ultra-violence, and guns, lots of guns, then the Black Wing is for you. Can you build and repair incredible technology, but not expect any credit for it? You sound like an engineer to us. Welcome to the Blue Wing. Are you a doctor, scientist, mathematician, or any other type of brainiac? We've got you covered in the White Wing. Do you like taking credit for the hard work of others, but never do anything yourself? Those forms won't fill themselves. That's management, mister. And the Silver Wing awaits. Or have no discernible skills whatsoever? Then you're coming to the Orange Wing, like it or not. Are you ready for adventure? Спасибо, я стараюсь. Change with us? Are you ready to love it so much that you'll never want to leave? Then join Cronus and take the second giant leap for mankind under the dome. Это сейчас была... Это была крыса, короче, из игры Полис. Это игра 2005 года, по-моему. Let's go to St. Petersburg in Russia and speak to Vyacheslav Kosahin, creative director of Dark Crystal Games and the brains behind their upcoming isometric RPG Encased. Мы можем делать игры. Slava, what is Encased? Фига себе, она знает Encased is an old school RPG in the sci-fi post-apocalyptic Это, кстати, наша игра-то. Вячеслав Казихин. Awesome. So the name Encased is kind of, you know, it's a word and it has various meanings. What's the thinking behind the name? Смотрим E3. Behind the name comes from the actually. Он наш с Кириллом ровесник, это он не похож на фаната Fallout 1-2, чтобы такие игры делали. The game takes place in the anomalous zone called the Dome. Чем занимается помимо E3? А у нас обзоры на игры, на девайсы, можешь посмотреть наш канал. У нас очень много обзоров. Плюс завтра будет, кстати, обзор с розыгрышем, так что подпишитесь. Мы не настаиваем, но просим. Soldiers and adventurers, they can't get back. This is sort of a one-way road. So those guys who explore the dome, they are encased in there, which I think makes some sense in this regard. Absolutely. Yeah. So, I know that you guys have been developing this game for kind of a long time now. How long is it actually taken to get to the point where you are now? So we are developing the game for 3.5 years now. We started late in 2017 with some pre-production. Они, короче, pre-production делали в конце 2017 года.
we have thoughts about a project like this for years and years before that. Но типа мы план вынашивали об этой игре еще за несколько лет до этого. So it takes 10 years of thinking behind this game, this project, мы думали над этой игрой еще years за 10 лет до того, как начали ее делать. To this point. So considering how long it takes, how do you guys keep yourself so motivated just on one like particular title? Well, we can't say we have any problems with motivation on our own, because for most не ради жалости, а ради поддержки. Да нет, я имею в виду жалость, что типа, понятно, что все волнуются, я тоже сижу, волнуюсь. So that's fine in this regard. The motivation is always high, but also we are in the early access, and we're really open with the community from the very early stages of the project. Он говорит, типа мы с комьюнити работали прямо на самых ранних стадиях разработки. Talks with the community, and we have had a crowdfunding, and now we are in the early access. We have this constant feedback on the project, both positive and sometimes negative, which obviously keeps us motivated. If we would be on our own for those like 3.5 years and some extra time we'll spend on developing this game, maybe the motivation could decline a little bit, but with those constant talks with the community, shared feedback, we're all good. Awesome. Ребят, and then kind of засылайте нам игру, мы вам тоже дадим фидбэк и общение вместе с аудиторией. Is basically dictates how the game evolves throughout its development. Ладно, парни, я How close такой to the пойду original спасибо, concept Вов, you came up спасибо. with years and years ago are you now with the game that you have currently? The overall Чпой, Мандоши. Ой, спасибо. We managed to keep it true. It's a very old school CRPG game, which is inspired by many golden classics of late 90s and early 2000s. And in that regard, all those ideas survived the process, which is really great. Most of the mechanics, abilities, perks, к сожалению, нет, только они заанонсировали то, что Kingdom Come Deliverance выйдет на Switch. Я прям разрыдался в этот момент. Но очень много, кстати, годных игр уже показали. Because technology changed and even, time passes, some less important things, I'd say, like maybe graphics, or maybe art style, beats, or maybe some topics and themes. We explore those, transformed and changed during the process. Мы как бы мы изучали историю многих компаний, которые делали RPG, мы смотрели за их трансформацией. Iterations to figure out what is the heart, what is the idea you want to bring to the players. So those transformed and crystallized during this long development. But the original concept, the very heart of it, it's all in there, which is really great. Yeah, so speaking about the concept, what's the actual narrative of Encased? The story of Encased is a story about exploring this anomalous zone, the Dome. The player starts as an employee of this Kronos organization, which is the only organization that controls entire Dome. Короче, есть зона, которая называется Dome. Вы работник фирмы, которая поддерживает единственный, короче, монополист, который управляет всем этим домом. This is the Black Wing, which are the security and police services. There are White Wing, which are scientists and medics. There is the Silver Wing, which are the management and ruling wing of the Dome of the Kronos. There are Blue Wing, which are technicians and engineers, and there is this special Orange Wing, which contains ex-convicts which were freed to go to the Dome to do various manual labor.
So you've mentioned that the game is set in the early 70s. Not many games have been set in that time period. What prompted you to pick that specific time period? Well, we think then the 70s is the perfect time for like our game, what we are doing, because 70s is like the last tick on the timeline of the humanity, while there were some blind spots on the planet. Короче, он говорит, что планета дошла до какого-то пика, который дошла до точки невозврата. Late 50s and early 60s, right? And 70s is the last ретро-футуризм, то есть сеттинг именно ретро-футуризма, то, что планета застряла где-то между 50-ми и 60-ми годами. When satellites do not have this complete web surrounding the Earth and the planet, and there are some blind spots where such an amazing and dangerous place like Dome can be hidden. And from that place, from that time, the story takes its alternative path. Instead of going further to the space, humanity sort of descends into the dome to study scientific researches and do those miraculous discoveries, basically. Yeah, so you mentioned that this is kind of like almost a parallel universe. How far did you deviate from what, like, Точнее, я все эти игры точно буду играть. Compared to what happens in the game, I guess it's seeing as you said that it devolves, it's quite a bit. Yeah, obviously. So the main topic would be obviously that instead of continuing the Cold War, the West and the East, if we can call those, they instead start to explore the ideas of like internationalism and exploring the Dome together and forming that super corporation Cronus, which is короче, именно тут идея того, что как бы есть же концепция того, что как бы капитализм дойдет до такого состояния, что у вас будет именно сверхмонополия, то есть одна компания, которая будет владеть абсолютно всем. И то, что именно все это уйдет в интернационализм, и вот будет одна большая вот эта компания, которая будет, собственно, этим домом владеть. In the real world. And kind of bringing it back to the real world almost. Obviously, you guys are based in Russia, and life in the 70s is very different than life was in the West. How much of that do you think translates to an international audience once we get out there, and how much do you think people won't understand because they just, you know, no one kind of really lived over there, or no one really knew what was happening. Короче, говорит, насколько языков вы будете переводить, насколько будет сложно эту игру именно поддерживать до других языков. When very different parties across the world could put their own struggles, political and other struggles aside to humanity become something bigger when it's combined with everyone is united together. Я думаю, кстати, давайте просто переподключим батарейку. Сейчас, ребятки, давайте... в принципе, сейчас просто выключится на несколько минут камера и батарейку поменяем. Алексей, жизненно, но все-таки, понимаешь, им приходится об этом разговаривать. What games like really truly inspired it? Not just games, but media, and also what do you and the team like as well when it comes to video games? Well, we are here all the, hardcore RPG fans, so it's not secret why we picked up a project like this to develop. Обин, здорово! Долго ли они будут еще болтать? Сами мы еще не знаем, но в среднем они это по 15 минут на игру выделяют. Но это наши соотечественники, ребят, так что это надо поддержать, Эта игра, напоминаю, если кто не видел именно сам трейлер, либо чуть-чуть отмотайте стрим назад, но это именно игра а-ля Fallout такой. Именно Fallout изометрический. It's all it's an everyday struggle in a way. It's a marathon.
Седьмая игра из Лешиных игр. It's a happy marathon and it's a happy everyday struggle basically for us. Ну, типа, очень круто то, что вот мы вот это постоянно за парком, вот это вот опять рубрика эксперименты. Спасибо за подписочку. Нет, рубрика того, что чем вы больше всего гордитесь в своей игре. Это первый день E3, это прям любой день. Да. Вчера это был типа начало Summer Game Fest, то есть даже не E3. And here, now, 3.5 years later, both with the team effort and the feedback which we get from the community, there is this great universe, a curious world which is almost ready to be explored and to be adventured inside, basically. And then moving on to the last question. What are the benefits of signing up with a global publisher like Koch Media? Приколы от того, что вас подписал такой большой лейбл, как Koch Media. Koch Media is really great. Я не могу правильно, Koch Media или Koch Media, они как-то все время как-то по-разному говорят. Koch Media по итогу. Ребят, мы не переводим вот эти последние слова, потому что они чаще всего говорят, что мы гордимся тем, с какими людьми мы работали раз, а когда говорят, какие плюшки. Мы очень рады, что мы с ней работаем. 20-очка была на секунду, но была... Была 20-очка. More localizations. О! Эхо конца, ребят. Эхо конца. Сейчас будет. Кстати, а сколько, получается, мы игр уже посмотрели? Первая, а-ля Киберпанк в космосе, King's Bounty, Returnal, Tomb Raider и вот это сейчас игра. 5 игр? Будет 12. Kingdom Come. 6. Мы половину прошли, пацаны. И Painkiller. Так, погоди. As their lead protagonist. I got to sit down with the guys Ребят, мы все дни будем комментировать. Кстати, обратите внимание, у нас там такие превьюшки, ребят, сейчас заготовлены. Вот это сразу. Вот здесь как-то, да, уже не сопереживается. Все круто. Какой-то open space. Правильно, свет выставлен, камера стоит. Ну как ты уже не веришь им, да? It's a game we wanted to make all our lives, basically. And for us, what we really wanted to explore was a marriage of a cinematic experience and the narrative, choice-driven storytelling of RPGs. Finding that bridge and union is what really inspired us to go and make our own video game. Exactly, and such a big integral part of the experience is how you as a player choose to interact with the characters around you, the different companions, the characters that you run into when you're going about in the game and trying to solve all the issues that the player that you'll be facing as a player. What was the inspiration behind it? We're at a remarkable point in the game industry where, you know, a relatively small team is able to tackle such an ambitious vision. And I think we've just recently arrived at that point. You know, there have been some really great games making leaps in the past few years, kind of paving the way for this as the tools and hardware and software get more accessible and affordable for smaller developers. We kind of, you know, in the early days of Make-Good, we came to realize that a game like this might be possible. And it seemed unreal to us that it might be at the time. But, you know, growing the team and building up the tech and pipelines in-house, you know, we saw that this was, in fact, possible. And it's an absolute dream for everyone at the company to, you know, be privileged enough to work on a game like this and to Еще, кстати, вот видно то, что у них полки вообще не заняты, потому что они как будто вот только сейчас начали делать игру, сняли себе офис. And how technology often drives the direction of how a game starts development. How close to the original concept is the game now? That's a really good question. So it's как близок к концепту начальному, точнее, как игра близка к первоначальному концепту? Large pivots. We did make some changes, of course, as the vision evolved and as we understood better kind of what the game was going to be. Это крутой был вопрос. It to fit a team, Нет, это крутой, конечно, вопрос.
если бы мы видели геймплей, а так, типа, она у него спрашивает, как будто уже игру показали, она у них готова, и она такая, типа, близко к первоначальному концепту игра похожа. Kind of all those things were in place for us to make the game. I think the primary things that have changed in the making of the game are more in the details of the execution of that, how we structure the story, what kind of game mechanics we want in a game like that, and really what the identity of our game is. Все в кучу, движок, структура, истории, структура. То есть они вообще там все не переделали. Slightly different. Yeah. My work as narrative director has not had to change a lot. Exactly. Yeah. Он как нарративный директор никаких изменений не привнес. Издание достойное. And everyone knows the like picturesque scenery of Iceland. Did you get much inspiration from your home? Я извиняюсь, конечно, я вроде как английский язык знаю вершками, да, но, по-моему, Iceland как Island, то есть S не читается в этом слое, Island, говоря. And the funny thing is that us growing up in Iceland, this is normalcy for us. This is what we've been used to. Iceland может быть как страна. Они в Исландии. Oh my god, я говорю, не из Исландии. So, yeah, I mean, it's absolutely inspired by Iceland. And, you know, I was working as a tour guide for the longest time, and a lot of us like grew up in the country from different locations. And we pulled from those locations in the game, and even for some of them, we have nearly one-to-one replicas of them, you know, in the game. But the game itself isn't based in Iceland. Исландия не настолько прям бедная эта страна на все эти. From the more fantasy level. Я знаете, что когда сильная игра выходит, то разрабы не пиздят, а просто Ты абсолютно прав. Не один ты это заметил. А заметки игры чем нужно? Понимаешь, ты уловил суть. Because it's something that's been done a lot, and we really want to make a unique IP that is ours. Они, короче, пацаны, они сделали настолько уникальную IP, ну то есть IP это игра, настолько уникальную игру, что мы даже не увидим. Нарративный директор не вносил никаких изменений, зато правый чувак внес структуру повествования изменения, движок поменял. Опять у чувака заслал издатель. As I say, she is a character, a person trained from birth to be a weapon in service to the crown. Причем вот это три икеевских шкафа, вот этих вот полки, огромная, нет, может, слушай, в Исландии, может, вообще аренда нулевая, но я просто не представляю, у них ну, слушай, вот Леша правильно заметил, да? Ребят, ну посчитайте, тут сколько квадратов, да? Ну тут стена у них сзади, ну метров 10, и где-то сюда у них где-то метров 7, наверное, то есть 70 квадратных метров пустых, из которых они используют в рабочем состоянии 20. То есть 50 метров квадратных они просто для понта платят. Может это просто какие-то как бабы, которые снимают... Они здесь могут вот это пространство использовать для motion capture. Может быть, для motion capture, но типа... Ну, что-то они тут чей пьют. A uniquely powerful individual. But with that power comes... Ну, я могу сказать, что вот наши пацаны хоть волновались больше, но выступили круче. И теперь назовите меня... I think that's general enough to avoid spoilers. Yeah, I mean, and you know, just to add a layer to that, I think with the main character, she's, you know, throughout the game, you're constantly meeting new people. Kind of, you're setting her in, you know, we start with her familiar setting, her kind of role in society, and her kind of what's expected of her, and break free from that throughout the game. За тебя, брат! Ты попьешь, я попью. And Rin kind of finds her own path and purpose, like Magnus spoke on. And I think that's really where the player also steps in and kind of forms those new relationships. Кирилл, может настолько уникальная игра? Нет, ты должен говорить туда, а я как бы, типа, я тоже... Ну так и происходит, ты говоришь, а я смотрю. You know, what really heightens он так, знаешь, как будто вот чисто челик слева, как будто пытается, знаешь, господи, какую же он херню несет. У него просто, посмотрите за левым чуваком, ребят. Он реально такой, ну ты...
but what's been the most challenging? The most challenging part of game development. I think that's a different answer for every team. Yes, I think that's a different answer for Я говорю, every левый team, челик как будто вообще не от мира сего. Он реально вжаханный. Perspective that they have into the game. А почему нет? I think for us, you know, it's been vitally important to find the right people to work on the game. Motion Capture у инди-студии. Посмотри обзор на Demon Skin у нас на канале. Они там тоже, это наш разработчик, инди-разработчик, издатель UNIO Book, и они там делали Motion Capture. Уже не такая дорогая технология, поэтому... Поэтому я говорю, издатель, я думаю... Ты опасные слова не говоришь сейчас. Нет, они из Исландии, господа. Yeah, so you kind of mentioned У них что, before motion that, capture в крови? quite small. Does that mean that you guys kind of struggle to find that talent? Я извиняюсь, пожалуйста, покажи. Я понял название «Эхо войны». Да нет, правда, ничего смешного. So, as Я, кстати, забыл. Iceland is excellent per capita. We're the best at everything per capita. And among those in the Nordics, we have the most developers per capita. That's not really a useful metric when you look at the fact that we're only like 300,000 people. Вот у них, в принципе, тоже те, кто Demon Skin разрабатывали, у них тоже был такой коридорчик, собственно, пустого пространства, где они Iceland is completely unique in the way that CCP, another pretty well-known developer here in Iceland, kind of paved the way for all the other game developers here that are now thriving. We have a great educational infrastructure that, you know, Я испытываю пока боль, реально, просто потому что я не понимаю. То есть, она задает вопросы такие, типа, а далеко ли игра ушла от первоначального концепта? Покажите хотя бы первоначально. Хотя бы просто вот концепцию дайте мне посмотреть. Обратите внимание, короче, если это какая-то уникальная страна в плане вообще производства игры, она задает этот вопрос. Вы из Бразилии, много трудностей было, то, что вы из Бразилии? Вы из этого, из Исландии, много ли у вас проблем связано с того, что вы из Исландии? У русских, кстати, никогда нет проблем. An educational system that is actively each year graduating new students. Alto is saying that we're a nation of nerds. Yes. О, левый, красава! Сказал слово. Вот это кринж! Он реально на него так смотрит. Yeah, that's really crazy. And, you know, we've kind of mentioned what's the most difficult part about game development. Нам терять нечего. У нас есть деньги на душу. That's yeah, it's not. It's a difficult question to answer because there's so many things. I mean, making games is, you know, it takes so many people to do so many things for it to go correctly. And I think what we're most proud of is that so far we seem to be doing it correctly. With the great people. So I think what we're most proud of is the team and the progress that we made with this team. Я пока в знак своего неприятия к данным парням, я при всем уважении, я вообще не понимаю, при чем здесь. Вот что, о чем они говорят. Да, покажите игру, чтобы я понял, о чем они хотя бы говорят. Finally, guys, what are the benefits of signing up with a global publisher like Koch Media and being part of their brand label? That's a great question. И в конце, какие же плюшки вы получаете за то, что вы работаете? The main benefit is that it's an extension of the team, and it's a great extension of the team. You know, we talk about the things that have been the most difficult, and that's building a team. Ребята, в принципе, не виноваты. Может быть, сам режиссер трансляции как бы должен был показать, но не показал. You know, it's a publisher full of great people who are really passionate about games, and they're empowering us to deliver these games. Правый челик не только как родной стал, левого просто всей душой презираю. Реально, хрен он здесь сидит. And we are absolutely glad to have you guys. Thank you so much for your time, and I cannot wait to give people more information about Echoes of the End. Так, все, From one side of the globe all the way to the other. If you like the game Gothic and hardcore RPGs, the Last Oricru is just for you. Опять хардкорные I got to sit down with two of the guys from Gold Knights and talk all about them and their new game. Hello there, guys. Today I am joined by Gold Knights
creative and game director Pavel Shnad, and executive producer Vladimir Herschel to talk about their game, The Last Oricru. Oricru. So you guys, с вами Ивангай. What is the game about? It's an action RPG where I try to show the relativity of good and evil from different perspectives of living and breathing world. So when you guys say living and breathing, what do you mean exactly? It is important to understand that The Last Oricru is quite challenging and skill-based RPG, but compared to many other titles in this genre, our story does not take place in some dark and deadly realm. Waking up in a living and breathing sci-fi medieval world of Wardenia, players find themselves in a middle of war for supremacy over the whole planet. There's something interesting about the war, as usually warriors of each side believe that they do the right thing, often fighting for survival and the well-being of their people. В принципе, сколько времени я вижу, уже породнились мы с ней. The war and the euphoria of the winners, but also the misery of the losers. To make the player realize that the number of decisions you can make in the game will affect all the living beings in the world. So you mentioned that you make choices during The Last Oricru. How impactful are they? The impact is major. First of all, you are the one who decides which side will win the war. But there are many different roads through the game, and you can experience the whole game only after multiple playthroughs. Чисто видно, что парень текст фигачил. Посмотрите, у него прям глаза под текстом прям. Any moral code of what is wrong and what is right. Simply, you make the decision and action based on that. Individual characters have their own reactions. This creates different situations, so you can find your own friends and allies and apply the way how you think it's right or fun. Exactly. Each player can define their own path. Причем у этого текст на Лёше, а у этого текст на Кирилле, короче. Of each race and in the end the entire planet, basically. And it is not done just by few choices somewhere in. Пацаны, а чего вы запаривались-то? Просто выкинули бы нам текст. Я прочитал, мне легче перевести было бы. Actions and decisions. Let me give you an example. In many scenarios, there you are asked to kill the general of Redkin people. And you can obviously refuse doing that, but if you decide to kill him, there are many possibilities of. Короче, какая-то игра про войну, где мы выбираем какую-то сторону, потом мы типа тут какая-то вариативная типа игра. Or you can give it to another character's conflict with different outcomes. While I'm playing, guys, if I decide to be a little bit mischievous and kind of go down the route of everyone hating me, what does that mean for me? Yes, there is an option that you will try to do as much harm to as many beings as possible, and there are some dark characters that will be pleased by that. However, cooperation with them may be eventually very painful for you. That's another interesting thing, that often there is some hidden party involved in many wars, which profits from both sides of the conflict, and the conflict itself. So that's a bit of the hidden part in the game, which you can play, but it will be a little bit difficult to play. Короче, он говорит, что это прям будет сложно в это играть, мне это сложно вообще понять. Can we play the whole entire game together? How does this work? You know those lonely nights when you play games which are super exciting for you, but you feel a little bit sad that you cannot share that experience with anyone? That was generally the idea. Ой, не читай. There is a great demand for couch play in the whole third-person action RPG genre. So we are sure that for our future the co-op is going to be one of the most or the key features of our game, and that's why we went even farther. We have many situations what can be solved in co-op differently than in single player. So you can find new fun ways of how to kill some bosses, or solve some puzzles, or read some special. Ну, короче, игра RPG с какими-то загадками, где будет несколько видов различных убийств боссов, несколько видов различных решений загадок. While the second player plays magic support, you will enjoy tens of awesome hours of shared fun. Короче, будет с магией. Magic and melee. What does this mean for the combat of the game? Короче, говорит, магия и мили, как это будет вообще выглядеть в бою? Challenging RPGs that are based on the skills of the player, timing and stamina. We are trying to build some interesting magic mechanism in the game that would let you use some more than block and fast attack buttons. Ну, говорит, типа, что мы захотели типа сделать RPG, который будет зависеть от выносливости, от скорости нажатия ваших кнопок. But be prepared to die. A lot. Yeah.
A lot. And finally, guys, I just want to ask you, what does it mean to be under Koch Media's brand new label? Honestly, it was the best track we could do in development. It helped us dramatically increase the capacity of our development team and focus primarily on the game itself. And yet, we still have the full creative control over the game and all the Я не могу feedback we are понять, getting. слушай, они даже вот это подготовили, могли бы хотя бы вот здесь вот чисто там 3 фразы кинуть, типа, I'm very pleased that I could use my long-standing experience with big publishing houses and restructure the Кстати, обрати game как and он the team сексуально to 2 shape, пуговицы вместо which одной was the right расстегнула, fit чтобы for such a strong partner as Koch Media. From the very beginning of our cooperation with Pavel, we were thinking big and aiming at building a real memorable new game franchise. And being part of the starting portfolio of a brand new Koch Media label gives us a great opportunity to achieve it. Thank you so much, Pavel and Vladimir, for your time. It's been awesome talking to you about everything the Last Oricru, and I just can't wait for people to get their hands on it. Okay, bye-bye. Bye. Только из этого получился прям вот осуждает. At Starbreeze to talk about Payday 2, Payday 3, and their upcoming cooperation with на самом деле, ну типа... Thank you, В обзоре я сказал, почему мне понравился Биомутант, я поставил ему очень высокую оценку. Но теперь давайте поговорим о Payday 3. At Starbreeze, we see Payday Starbreeze as the ultimate Studios. bank-robbing experience, inspired by classic heist movies, providing adrenaline-fueled gameplay, where you get Это to не Payday 2 experience the показывает thrill of сейчас? being on the wrong side of the Это как-то law для with a третьего smart графон plan немножко. and a gun in your hand. This is what we've been doing since the original game, Payday the Heist, through the sequel, Payday 2. А сиквел... ну типа первое это сиквел, and now Payday 3. Our heisters continue to be an inspiration for us in everything we do. Наши игроки стали нашим же вдохновением. Нас за эту музыку забанят. Поэтому я буду вот так вот изображать каждый себя вот этого вот триггера для того, чтобы как-то попытаться перебить вот The это world вот, of который Payday происходит. is an exaggerated reflection of reality, where order is kept by the long arm of the law. At least until the heisters turn this order into chaos, giving the law the middle. That's when adrenaline truly kicks in and the outnumbered gang keeps beating the Спасибо, odds, хотя бы хоть often кто-то escaping догадался with на the задний cash фон in a hail музыку of добавить. bullets. The Payday universe has an Чтобы это ongoing как-то narrative that has подинамичнее been было. created over the years. The gang has built a reputation by going after the highest profile targets, setting up some of the craziest пока heist как бы не plans особо, and то есть... going up against some of the most powerful of enemies. And through all of this, the gang keeps coming out on top. In their exploits, the gang has become, as they call it, the tightest crew ever. The wider criminal underworld of Payday lives its own life, where movers and shakers Они сейчас просто want a говорят то, piece of что the вот наши action, вот... or a piece of the Payday Допустим, как gang. говорится. Не, я In the согласен, то gang's есть, life of понимаешь... crime, they are way Короче... past the point of no return. And as we look ahead to what's to come, the gang will learn Короче, there's тут no коротко не rest for the обойдемся wicked. мы. Как говорится, если ты будешь нас смотреть, мы с тобой тут надолго. Мы тут как минимум еще на 10 трансляций E3. This legacy is something О, это that же we Hellboy. treasure and will build on, expanding on this epic story, taking you all with us into the future of Payday. Many millions of players have enjoyed Payday so far. It's been an amazing journey for us at Starbreeze. On Steam, Payday 2 has the biggest player community of any game. This truly means the world to us. Payday turns 10 this year, but Короче, we're они only до сих getting пор started. откидывают респекты своему With our комьюнити, потому что у нас team такое hard огромное at work, комьюнити. cooperation with Prime Matter and other partners, and above all, a Сейчас они fantastic про player community, we are looking партнерство to the future рассказывают with свои. great anticipation. Видимо, это какой-то сериал, да? The release of Payday 3 is years away, but Человек, we который could finish посмотрел off все the day сериалы with a в sneak жизни. peek of what we're working on, Если по a сериалам, это taste серия of лучше, things to come. Осуждаю. Так. Это все, Вот что нам это... показывают из третьей части. Музыка из второй. Пацаны. Ну и из первой. Пацаны, как вам? Well, there you have it. Мне Quite a нравится. lineup. And Opal, I know we're going to be Это, короче, hearing much это more from как Prime Михалков. Matter Ну мы in the что? months ahead, right? Мы это That's a терпим, да? great question, Jeff. Prime Matter will be taking a huge leap into the streaming world. Мы посмотрели From June самую the 14th, эпичную we'll be часть этого streaming 3 стрима. times a week,
every Мне кажется, даже Кирилл бы лучше анонс. Он серьезно. Achievement and trophy hunting streams, as well as Dungeons and Dragons in our own universes, cooking streams, and so much more. We also want to get our developers involved and have it so that you guys get to know our developers better. Not only that, but expect to see a lot more shows from us in the future. And Jeff can help us out too. Absolutely. I cannot wait to see what Prime Matter has for us in the future. Thanks for announcing with us yesterday at Summer Game Fest, and I look forward to being back with you again later this summer. No worries, Jeff, and thank you for your time. It's been awesome hosting with you, Jeff, спасибо, ты появился. And a thanks to you guys watching, to the streamers who are co-streaming, to our new gamers. Стримеры, которые рестримили. Нам спасибо, ребят. Ребят, мы поработали на славу. Нам сказали спасибо. Графика не очень, графики-то не было еще. Показали нарезку из второй части, немножко веб-сериала и немножко затизерили этот. Загрузочный экран. Все? Итак. Что вы увидели? Ребята, давайте. Да, кстати, наушники-то можно уже снять. Знаете, этот самый кайф, который, наверное, ребят тоже... Да, 2010, потому что там PayDay и PayDay 2. Там не было наверное, вы, наверное, сегодня, знаете, тоже такой испытываете кайф, когда снимаешь наушники после долгой каточки. А у тебя теперь вот чувствуешь, что... А теперь у меня волосы куда-то вообще оттопырились, вообще в краях крайние. Ну ладно. Короче, давайте только каждый выскажется. Короче, начну я, потому что... Ой, я начну. Короче... Просто поддержу. Мне понравилось то, что в целом я не ожидал... можно, конечно, сказать, прорыв, не прорыв, но даже Б-игры, да, уровни там, недорогих проектов, которые... в целом-то можно сказать, что все эти игры, да, инди-компании делают вообще в разных концах света. Бразилия, Исландия, Россия. Суть, короче, в этом. И то, что в целом именно уровень средних игр повысился. То есть даже если такие игры показывают вот такие ребята, да, такие небольшие студии, то значит, как бы мы движемся в правильном направлении, и это радует. Неужели нас ждет бесконвейерное будущее? Да, потому что я вот как раз-таки, мы недавно с ребятами тоже спорили, точнее не спорили, а как раз вот рассуждали на эту тему, что как задолбал вот этот Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield. И вот постоянно вот мы все вот в этом колесе, Far Cry, Watch Dogs. Мы начали это обсуждать после Биомутанта. Да, мы как раз начали после Биомутанта все это обсуждать. То, что слишком много вот этих вот одинаковых игр, то есть, точнее, серий игр, которые двигаются вот куда-то в направлении очень далеко и на... Короче, какой-то очень такой экстравагантный парень запустил, который гринскрин бедняга вырезать не умеет, но это не важно, это не важно. И как раз таки, что порадовало? Здорово, когда трансляция. Привет, ты немножечко не успел, дружище, она как раз таки закончилась. Мы сейчас обсуждаем ее итоги. Привет, подписывайся на канал. Мы будем все 10 компаний, мы все будем стримить. Сейчас же мы в ближайшее время сделаем все эти анонсы, подготовим для вас эти превьюшки. Кстати, тоже небольшое такое отступление от наших итогов. Завтра будет обзор на Chivalry, второй с розыгрышем мышки, а в понедельник будет обзор клавиатуры с ее розыгрышем. По итогам. Средний уровень вырос. Понравилось то, что... с одной стороны, мне что понравилось? То, что вроде как РПГ много, а с другой стороны, опять же таки, все игры РПГ. Везде прокачка, везде прогрессия. Каждая с космосом связана. Каждая с космосом, либо с Dark Fantasy. То есть мы все вот куда-то вот в ту сторону, мы прям вот двигаемся, не очень-то понятно. В любом случае, на это тоже на вкус и цвет. Я думаю, тут не то, что вкус и цвет, а то, что за что, так сказать, рублем платят. Понятно, что завтра для меня уже сегодня 12 июня, во сколько по МСК. Завтра, получается, у нас в 20:00 идет Ubisoft, а в 22:35 у нас идет Square Enix. Вот. Анонсы сегодня, скорее всего, не успеем, да? Завтра в первой половине дня. Да, завтра в первой половине дня мы как раз для вас делаем. Да, ребят, поэтому не забывайте подписываться также на группу ВКонтакте, потому что
там до нас проще всего достучаться, все ссылочки в описании. То есть, мой вывод какой? То, что за что платят рублем, за то, как бы в тех сеттингах и делают. Люди прохавали то, что Dark Souls всем нравится, Хидетеки Миядзаки делает шедевральные игры, да, и вот давайте тоже все в Dark Fantasy фигачиться. Я ждал геймплей PayDay 3, или хотя бы трейлер. Я, правда, очень расстроен то, что... Даже я не то, что ждал, я не настолько его прям фанат, но типа им пора бы уже было бы что-то сделать. 18... Игра первая вышла в 2018 году, там открытая концовка, причем сама по себе сюжетная кампания была небольшая. Игра, я как понимаю, продалась хорошо, и как бы можно было бы уже поднапрячься, уже выпустить вторую часть. И порадовало то, что очень много наших игр, ну, точнее, не очень много наших игр, но King's Bounty был, и вот это вот а-ля, как Леша говорит, Evil Genius или Fallout. Да, Юрий Коллектив 12 июня. Вот Ubisoft... в 22:00, да, вот Ubisoft 22:00. Да. Погоди, а Square Enix тоже не завтра. Ну, видите, я немножко подзабыл, я все это подготовил. 22:00, получается, Ubisoft. Я думаю, кстати, можем просто завтра в группе ВКонтакте как раз-таки просто расписание запостить. Поскольку что будет. Вот. Так мы опять за это. Спасибо, жду Хейла, Форса, чуть-чуть Сталкер. Кстати, там же следующее, получается, Xbox. Опять батон какой-нибудь покажут. Вот. Блин, игры не хватает. Кстати, извиняюсь, что чат не читал. Блин, игры не хватает сейчас зубов. AAA имею в виду. Понятно, что завтра для меня уже сегодня... Согласен на тему того, что не хватает зубов, но мы сами, да, понимаем, как этот бизнес работает. То, что, считай, очень не хочется рисковать деньгами. Понятно, что вот если Assassin's Creed продается, то мы будем продавать Assassin's Creed во всех его обличиях. И рисковать мы не будем. То есть мы будем делать то, что хотят люди. И как раз таки вот за счет таких вот ребят, которые могут как-то прорваться, как говорится, what benefits you have if you... Как там я забыл это слово? If you development by Koch Media. И они такие все, it sounds great, great sales, great localization, feedback from community, we can go deep and go wide. И ты такой сидишь, и прям все игры так сказали. The Day Before жду, кстати, вот The Day Before что-то на самом не деле, слышал. раз надо будет, если что, обратиться в King Bounty, что, пацаны, мы можем вам устроить более-менее нормальный стрим. Я на боксе играю. Я, кстати, вот недавно играл... Хорошо. Ты на боксе каком играешь? Потому что я недавно Sniper Ghost Warrior Contract прошел на Xbox One S, и я подрастроился, потому что, с оптимизацией на Xbox что-то прям пока все грустно. 6 кадров. 6 кадров. Кстати, ребят, много. Если вы тут новички, а я, как понимаю, у вас тут множество, очень приятно, то, что вы нас сегодня посмотрели, потому что... Он прошаренный парень, у него больше 2000 пройденных игр. Нет, это комментаторы под нашими роликами. Вот. И реально очень приятно, что вы нас сегодня смотрите. Да, ребят, огромное вам спасибо, серьезно, прям. Потому что вот Леша вообще не ожидал то, что кто-то смотреть будет. Кирилл вообще не ожидал, что он... Потому что если планшет себе еще поставить для донатов, Кирилл вообще говорит, нафиг надо, нам никто донатить не будет, чпоник. Респект. А Series X? У меня PlayStation 5, понимаешь? Война платформ. Неважно. Вот. И... Xbox мы все равно когда-нибудь купим нормальную версию. Да. Потому что их сейчас тоже дефицит и денег нет. Да. Но... Ссылочка, как всегда, в описании. Суть еще в чем? Порадовало то, что много... Точнее, не то, что много, а то, что игры наши делают тоже. Потому что как раз-таки после обзора на Demon Skin мы долго рассуждали на тему того, что... Причем даже не на Demon Skin, да, а вот на обзор на книгу. Ну, мы начали там это еще, а потом вот Demon Skins как раз. То, что как раз таки вот Алодов, Спаркана, с космических рейнджеров, вот с той золотой эпохи что-то вообще ничего не выходило от нашей. А тут хотя бы хоть какое-то движение вперед пошло. И вот King's Bounty 2, которая development by Koch Media, и, вот эту вот игру забыл, которая а-ля Fallout и Evil Genius, как вот она, вот Кронос, по-моему, она называлась, тоже прикольная.
Мне почему-то это все напоминает вот эту плотину нужно починить. Нужен камень, но камень я не дам. Здесь то же самое. Я мощнее, но у тебя хорошие экзы. Я вам геймплей не покажу, но многое про него я расскажу. Да, и не то чтобы многое они рассказали про геймплей. Нет, но... Вот те два парня, что они рассказали да, про вот это, изменения вот, по сравнению с чем. На самом деле, да, вот больше всего, конечно, вот поразило. То вот есть это для тех, кто следил да, за проектом чисто. Из латцев, прям тоже мне как-то, ну, странные какие-то ребята. Причем вот левый вообще какой-то. И правда хороший, но вы покажите хотя бы концепт-арт или... От чего мы должны... Я как зритель, когда смотрю, я хочу от чего-то отталкиваться. Да. То есть, когда вы задаете вопросы, то есть, ну, странно, то есть... Не может геймплей хоть что-то, ну, есть же наработки какие-то, ну... Можно? Был. Ты должен был знать об этом заранее. Должен был знать об этом заранее. В принципе, я высказался, давайте теперь послушаем Кирилла. А что? Я, в принципе, совсем согласен. Я говорю, я ждал просто геймплей PayDay 3-го и чуть-чуть ждал Kingdom Come. Просто мне нравилось смотреть, как ты в него играешь и страдаешь, поэтому... Посмотрите реально наш обзор на Kingdom Come, там прикольная сценка в начале. Вот, но, в принципе, я со всем, что ты говорил, согласен. Мне нечего от себя добавить. Кирилл, я тебя умоляю, потому что если ты сейчас так скажешь, я обращусь к нему, и он скажет точно так же. Но если мне нечего добавить... Сейчас, одну секундочку. В последнее время все чаще попадаются в глаза токсичные Sony-бои. Не надо быть токсичным, надо просто играть в игры. Надо быть как Дима. У меня PlayStation 5, У меня PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One S, PlayStation One, PlayStation Nintendo и ПК. Давай, Лёш. И китайский джойстик за 300 Война консоли, по-моему, бессмысленное занятие. Ну, ты понимаешь, это хорошо для продвижения продукта и людям тоже, как, знаешь, двигать трафик. Алексей, человек, который прошел 5 игр и сравнил всю, в принципе, все другие игры инди своим игровым опытом, расскажите нам, что вам понравилось, что запомнилось? Я согласен с Дмитрием. Победа. Мне кажется, что это победа. Не, вообще, на самом деле, скажу так. Огромное количество индюшатин, на которое постоянно периодически выходит. Постоянно периодически. Тут гачи-мемы пошли. 300 bucks. Которые постоянно выходят в Стиме в разделе индюшатины, которые просто сделаны на Unity и очень криво оптимизированы. И вообще, ну, кроме Нокс Тимора, я думаю, ребят, кто в Нокс Тимора играл, ставит лайк. Вот. И скажу так. Игры, конечно, прикольные, но сильно не дотягивают до уровня Позитроникса. Не, мне на самом деле, я скажу так. Я, в принципе, из всего вот этого я ждал только геймплея нового Painkiller, чтобы понимать, стоит ли вообще его ждать после того, как я поиграл, в принципе, ну, практически во все части Painkiller. И самые последние были очень плохие. Вот. И... А если они были очень плохие, то значит обзор Леша сделает почти в краткие, срочайшие сроки. И... Извиняюсь. Бля, я тут пропустил все, всем привет, есть новость про вторую часть Kingdom Come. Да! Братан, нет, к сожалению, нет, но зато Kingdom Come будет на Nintendo Switch. Поздравляю! Все же хотели-то на Switch. Но, Джордан, чтобы не пропускать стрим-трансляции, подписывайся на канал. Все трансляции мы будем здесь стримить. Колокольчик. Вы забыли про одну очень важную часть. По Kingdom Come Deliverance сделали мыло. Нет, это уже давно было в Стиме. Это да? Ты не актуален. Баян. Кстати, ребят, обзор на Kingdom Come, смотрите. Там, кстати, это второй или третий обзор. Именно наш такой относительно серьезный. Там еще мы камерой особо не умели пользоваться, поэтому... Вот. Посмотрите, не ставьте дизлайки, но смотрите. Давай, Леш. Хорошо, там опять текст. Причем я хорошо отношусь к Сонике, но есть люди, которые как будто из принципа не могут смотреть на бокс. Не надо, один такой говорит, фу, бокс надо покупать батарейки для геймпада, а в подписке старые. Ну да, пока. Джордан. Давай, удачи.
Заскакивай. Ну, вообще-то для Xbox геймпада можно купить просто аккумулятор, что мы сделали. Можно купить аккумулятор, но он тоже быстро разряжается, но посмотри, кстати, наш ролик, где я типа сравнивал Xbox с PlayStation. Где я сравнивал Xbox с PlayStation. Мне Xbox One S, в принципе, понравился, но... Но я Sony... Нет, то, что я Sony будет, понятно. Мне, естественно, PlayStation, мне просто как именно платформа. Но это уже просто дело вкуса, и в этом, ну, нет же. Это потому, что, я говорю, мне iPhone будет нравиться больше, чем Android, в принципе, всегда, понимаешь? Вот. Поэтому покупайте NVIDIA Shield. Так вот. Логитечечка. Ты к чему мне сказал? Ты мне объясни, блядь. Ты сам что мне сказал? Блядь, острый персик какой-нибудь. К чему это вообще? Интересно, вкусно. Острый персик? Так вот. То огромное количество индюшатины, которое постоянно выходит, в принципе, уже, скажем так, не переваривается, и играть в это особо сильно не хочется. Да, периодически выходят какие-то довольно интересные игры, типа... Позитроникса. Нет, вот... Ребят, посмотрите все последние Лешины обзоры. Там такая годнота, ей-богу, просто. Вот, кстати, вот очень хорошая игруха. Аккумулятор 10 дней. Нет, это тоже все от аккумулятора зависит. Ну и сколько ты играешь. Ashes. Они переименовали просто игру. Там, короче, дом на холме. House on the Hill. Дом у дороги. Игруха House on the Hill. Очень годная игруха, ребят. Реально очень советую в нее поиграть. Она, в принципе, там очень недорого стоит. И я еще другие игры от них пройду. Вот, и... Я не понял, а где эта ссылочка, по которой нам надо перейти, чтобы, так сказать, тебе денежку принести? Я не понял, Леш. Я считал, что игра такая годная, и ты ее так советуешь. Вот. Ну, короче, очень много различных говноигр, скажем так, выходят, и выцеплять из них нормальные игры очень довольно сложно. И для этого существуем мы, которые играем во все игры, чтобы делать на них обзоры, и люди уже не тратили деньги только на самые хорошие. Я могу договорить? Да. Леш. Так вот. Говори. То, что сейчас предоставили на этом так называемом двухчасовом обзоре, ну, скажем так, мне, в принципе, по факту понравилась только более-менее только одна игра. Это, которая, вот, по-моему, вторая была. Которая Returnal? Как Returnal Warframe, бразильская, что ли, которая? Warframe, бразильская, которая. Да, вот, хорошая. Вот это вот единственная, наверное, игра, которая мне здесь понравилась. Вы хоть меня гуглите, но King's Bounty мне не нравилась первая часть. Вторая часть мне тоже как бы здесь сейчас не прельщает, потому что есть намного интереснее игра, которая, к сожалению, не получит продолжение. О ней тоже мало кто знает. И твои собственные разработки? Нет, я тоже ее как обязательно пройду и сделаю на нее обзор. Называется «Магия крови». Ну вот, мало кто про нее знает, но это очень хорошая была игра. Ну вот, и она намного интереснее. Что сейчас сделать с этим Kingdom Bounty, я не знаю. Может быть, сделать что-то интересное, ну... Леш, я извиняюсь, но даже разработчик King's Bounty 2 говорит то, что акцент в King's Bounty 1 был вообще не на нарратив, не на сюжет, а это просто были крутые битвы в плоскости. А вот сейчас они как раз делают акцент на эпик и на 3D экшен RPG. Ну, типа, которая с тактической ролевкой. Я очень рад за них, но нет. Сейчас, ладно, пацаны, пошел, у меня 2 часа ночи, всем пока, спасибо за общение. Все, давайте, ребят, спасибо, дружище, обязательно заходи, будем тебя ждать, не забывай подписываться, если еще не подписан. Колокольчики ставь и ВКонтакте заходи, информация. Вот, поэтому, в принципе, я от них особо ничего не ожидал, я вот думал, то, что вот покажут Painkiller. Painkiller не показали вот эту прикольную игруху. Все остальное, ну, как бы, да, прикольно, но это вот из разряда Bright Memory. То есть мы сделали что-то более-менее типа прикольное, но вы ни хрена ее не увидите еще очень долгий промежуток времени. По поводу вот этой игрухи, похожей на Will Genius, но это чисто вот не мое. Я такие игры не особо сильно люблю, типа каких-то там таких Ребят, а хотя ему 30 лет, ему такое должно нравиться. И нет.
Ну, тебе что-то, чтобы, так сказать, одну кнопку нажал, всех уничтожил, в принципе. И чтобы тебя похвалить в конце. Ну. И катсцен. И катсцен побольше. И катсцен надо побольше. Вот во время того, как ты вот как бы палец пошел на кнопку, как бы вот тут уже фильм. Да, там уже должна быть визуальная новелла. В 3D-шутере, да. Почему бы и нет? Но главное, чтобы это все было под Koch Media. Development by. Потому что это лучшая компания. Или под New Label Primetime. Потому что это лучшая компания, с которой мы работаем. Ну, пока мы, на самом деле, пока мы с ней не работаем, мы работаем с буквой THQ Nordic, но никто не говорит, что мы не будем работать с Koch Media. Взял так, все карты вскрыл. Теперь как мы обзоры на букву будем объективно делать? Все будут думать, что мы продались. Ну ты идиот. Да, стрим придется удалять или резать. На самом деле нет. Респект Буки, респект Нордику за то, что поддерживают нас, маленьких, молодых и борзых. И позитив. Боди. Позитив. Позитив. Боди. Ладно, все с вами, короче, понятно. Мне, в общем, скажу так, мне эта часть не понравилась, потому что здесь, в принципе, не показали практически ничего. Часть чего ты перепрыгнул с игры, которая похожа а-ля Fallout, но эта часть мне не понравилась. К чему? Нет, я говорю, все то, что вот сегодня, в принципе, по факту показало, мне, в принципе, ничего не понравилось. Ну вот кроме вот этой второй игры. Ну вот. И... Ребята, и завтра Ubisoft. Вот завтра опять покажут какой-нибудь новый Assassin's Creed, который не покажут. Far Cry 6. Far Cry 6 покажут. Господи, опять это наркобароны, мафия, опять эта вся херня. Но тебе... там снимается мой любимый актер. Мне нравится. Леша? Самый классный. Спасибо за подписочку. Самая офигенная была первая часть. Вот. И на этом можно было закончить. Но... Леш, ты первую часть так и не прошел без читов, так что давай. Ты что карту-то вскрываешь? Давай. Kingdom Come был. Kingdom Come был. На Nintendo Switch. А второго не было. Кстати, вообще, на самом деле, может быть, на Твиче мы тоже ребят, не забывайте подписываться. Все трансляции будут у нас здесь на канале. Да. И оцените все превьюшки, потому что мы над ними долго старались. Канге Panzergrenadier. Waffentrager auf ihr Store. Ауф. Тигром. О, здравствуйте, Kingdom Come. Да это мы только что ответили уже. Дед, выпить таблетки выпей, пожалуйста, и вперед. Закончи мысль, и мы как бы завершим, отпустим людей и сами отпустим. В общем, мне не понравилось. Да тебе мало что в этой жизни нравится. Мне мало что в этой жизни нравится, поэтому, ребят, если видите мои, стримы, это чисто мое мнение. Вот, и если вы видите мои стримы, это чисто мое мнение. У тебя с логикой повествования вообще беда. Почему стримы? Ты сказал обзоры, он имел в виду? И при чем тут обзоры-то? А что тогда, если мы видим тебя, это чисто твое мнение? Ну, если ты видишь меня на стриме, я же прохожу там игру, правильно? После чего я делаю обзор. Правильно? Правильно. А у нас еще есть лайв-канал. Вот эта логика ты уловил? Я нет. Ну сейчас да. Там мои годные прохождения, очень годные. Без комментариев, причем такая годнота. Прохождение без комментариев. Нет, вообще, в принципе, любое место, где ты не говоришь, такая годнота. О, спасибо за подписочку. У меня глаз зачесался, видимо, видеть надо. Так вот, мне не понравилось. Я не знаю, ну, серьезно, на самом деле, было довольно скучно. То есть... Я понимаю то, что это инди-разработчики, я понимаю, что денег оказалось только у одной студии, которая себе сняла Open Space, видимо, только на день съемок, потому что мне, в принципе... Кстати, вот реально, вот если так подумать, то у них вот как будто вот либо обнесли, либо они только въехали. Либо это они обнесли. Объясни. А может быть, в принципе... А может, они нормальную компанию, значит, можно мы тут поснимаем. Да. Типа у вас тут вид хороший. Вот. И на самом деле я не очень понимаю вот этого тоже момента вообще с подготовкой вот этих всех съемок. Особенно King Bounty меня вообще просто убило. Я понимаю, что у компании, в принципе, нету денег на гринскрин и свет.
Но все равно, как бы, можно было, в принципе, вот тут, нет, тут согласен, на самом деле. Здесь согласен. В принципе, можно было... Я не думаю, что это... камеры и там, я не знаю... Не, я имею в виду, что я не думаю, что им это предупредили прям вчера же, они не снимали бы. Вот, то есть, скорее всего, это за неделю как минимум. Можно было... А предупредили их, наверное, за месяц, когда они это будут все снимать. Это интервью. Если вы... Ну, как-то подготовиться, то есть можно было... Просто подготовиться. Нет, тем более, что это мировая трансляция, как бы можно было бы именно озаботиться этим. То есть, в принципе, даже мы это вот как вот у меня на работе, да, ты хочешь продать, ты должен подготовить фотографии, должен подготовить видео, подготовить рекламные материалы, должен про все это рассказать. Но, а здесь получается так, что вот, в принципе, по факту можно вот сейчас вот нас вот снимать, я могу сказать так. Знаете, нам очень приятно работать с этой компанией, это был очень хороший, как бы, экспириенс. Наша игра, в принципе, это довольно... Ты забываешь Ну, ты каким местом смотрел трансляцию? Sorry. You know? You know. Вот, наконец-таки. Story, you know. Наша игра очень прорывная, мы, в принципе, очень долго... Где you know через 3 слова? Господи, да отстань от меня. У нас очень прорывной сюжет, на самом деле у нас довольно много различных механик, мы следили за... we walk our company and... Чпоник, это не вот этот дед, вот, электрик справа, вот, твой сидит. Мне что-то кажется, забирай. Вот, и мы ввели в игру довольно большое количество различных механик. Она не сильно отличается от первоначального концепта. В принципе, они все в этом сознали, что, как мы задумали, приблизительно. То есть мы, в принципе... Да, мы что-то меняли, движок, может быть, мы меняли. На стрим на этот. На Cyberpunk? Что они, типа, поменяли концепцию? Да ладно, блин, сейчас опять начнется. Концепция. Стояние. Вот. И, в принципе, игра довольно хорошая. И спасибо компании за то, что мы с ней работаем, потому что мы ценим нашу работу, мы хотим много денег. Вот, и мы ожидаем больших продаж, чтобы получить больше денег. Не Koch Primetime, а Koch Primetime какой-то. Шутка, красава. Ну, поэтому я надеюсь, что завтра мы увидим более, скажем так, красочный геймплей. Конечно, радужный флаг-то во всех играх будет точно завтра. Карантин завтра будет. Не карантин, как он теперь называется-то? Extraction. Фанат Ubisoft слева. Я, правда, тоже. Фанат не Ubisoft, а Том Клэнсис. Ладно, хорошо, фанатик. Rainbow Six Siege, что ли? В принципе, Том Клэнсис. Да, Rainbow Six. А это Том Клэнсис. Вот. И... Я говорю, конечно, завтра будет ярко, радужный флаг. Activision будет, да? Activision будет? Нет, не будет. Не, подожди, Activision не будет? Нет, не будет. То есть я не увижу... Они даже Call of Duty свою не покажут в этом году. Да мне по пуфику на это. При чем тогда Activision? Activision только... Нет, я говорю Activision, во-первых, нет такой фирмы, Activision Blizzard есть такая фирма. Да мне пофигу на Blizzard. Да ты хотя бы, ты обзорщик, ты должен такое знать. Я говорю ну, так про продолжай Call уже of мысль. Duty Warzone, про новое дополнение с ядерным ударом. Вот я про что тебе вот говорю. Вот это анонс на E3. Вот это из всех калибров надо бахать. Спорим, вот это намного лучше, чем того, что сейчас показали. Нет. Я лучше поиграю во все это, чем вот в этот Call of Duty, блядь, Warzone. Потому что уметь надо. Так вот. То. Там надо уметь, ты мне скажи. Так вот. Я не знаю, то, что, в принципе, может быть, вам какие-то игры зашли. Ты в камеру смотри. Перед людьми отвечай. Побойся Бога. Вот. Я не знаю, ну, в принципе... Это не что, я говорю, в камеру смотри, ты людям рассказывай. Да, вот, молодец. Да не отводи ты взгляд. Тебе есть что скрывать. Там свет слева. А ты очки-то, кстати, не надел-то. Блин. Короче, ребят, если бы он надел очки... А как у вас на Твиче канал называется? Ой, это у нас там также и называется, но мы не рестримим. Подчеркивание продакшн. Мы туда не стримим. Я стримлю. Он туда тоже не стримит, потому что... Я стримлю, буду стримить. Рестрим очень... Вчера стримил. Когда раньше
когда раньше рестрим нормально работал, можно было стримить и на YouTube, и на Twitch. А сейчас из-за того, что YouTube поменял какие-то свои там протоколы, Twitch поменял на свои протоколы, рестрим по итогу не подцепляется то к одному, то к другому. То есть, короче, если раньше можно было спокойно как бы сразу подрубать поток на как бы 2 платформы, то сейчас, к сожалению, так сделать нельзя. Короче, кто в этом шаре, тут вопрос в том, что вопрос битрейта. То есть на Твиче максимальный битрейт, который ты можешь поставить, это 6000, это гребаное мыло. Вот, на Ютубе эта ситуация еще хуже. То есть для того, чтобы поставить нормальный кодек VP9, чтобы получить, нужно стримить в 2К. Это минимум 20 тысяч битрейта. Вот, но... Как мы к этому пришли, я нить потерял. Кирилл, а вот мобилки, видишь... Извините. Короче, мне не понравилось. Ну все, окей, я в русле. Ну, мне реально было скучно. То есть, в принципе, тут не показали ничего-то какого-то такого интересного, такого, чтобы меня прям глаз зацепил, чтобы я такой, я прям так хочу в это поиграть. Блядь, мне кажется, это только Позитроникс 2. Просто как в меме, бля, обкончаешься, бля, как это из Саус Парка. Не, ну серьезно. Рэнди. Нет, Позитрон X хорошая игра. Да кто ж, блядь, спорит? Ну не все же игры должны на нее быть похожи, чтобы тебе понравится. Я не говорю то, чтобы она должна быть похожа на Позитрон. Я просто говорю про то, что вот эта игруха, которую показали, в принципе, вот самый первый, вот она прям вот реально прям очень сильно на нее похожа. А на System Shock прям... она не похожа. Ни хрена она вообще не похожа. А на System Shock? Да. Да? Да. Ага. Ну и чем не докажешь, блядь? Классическую версию. Во вторую, блядь, играл. Да, вторая была вообще. Да, потому что сейчас третья выходит, имбецил, блядь. Так и живем. Я понял. Я просто классическую играл. Леш, ты вообще во все классическое играл и ничего не прошел. Тебе ничего не понравилось, тебе Позитроник понравился. Все прошел, дорвался. Позитроник всем понравился. Причем Хаусен захил только хорошо. По ссылочке в описании, бля. Переходите в годный игра. Разработчик молодец. Все игры от него пройду. Да. Вот. Короче, мне не понравилось. Ладно, это уже заезженная тема. Мне не понравилось. Спасибо за подписочку. То, что показали, в принципе, конечно, ну, на уровне такого, в принципе, геймплея уровня 2010 года. Леш, назови игры 2010 года просто по-братски, вот хотя бы 3. Я что, помню, что ли? А чё ж ты геймплей? Ты говоришь, а 2010? Ну ладно, хорошо, там был, по-моему, Half-Life 2. Half-Life 2 2007, Леш. Ну. 2007 и 2010 это разные года. Ну, это еще раньше. Понимаешь? А почему здесь вообще Half-Life 2? Ну, ты меня спросил игру, я тебе назвал. Чтобы просто сказать. О. Это, кстати, подписка на Twitch. То есть ты на Twitch подписался. Ну, походу. Чпой. Спасибо за подписку на Twitch. То есть это уже 2 подписки на Twitch? Это одна подписка на Twitch, одна на YouTube. Кто-то меня будет на Твиче смотреть. Зачем, если он может смотреть на YouTube? Ладно, понял. Ну, короче, мне не понравилось то, что показали. Доход 10-й раз очень смешной, но... Мне лично было скучно. Ничего интересного не было. Ну вот. И, в принципе, от них, в принципе, я ничего не жду. То есть, все эти игры, которые они показали, кроме второй, которую, скорее всего, играть будешь все равно один фиг ты, больше в другие игры я бы играть не стал. Однако, душевно, ну так постараемся. Я жду завтрашний день. Вот. Я думаю, то, что завтра все-таки будет уже что-то, начнется уже интересное. Вот. Это вот, то есть вот то, что показали сегодня, это вот примерно как первый день этого, как там эта штука, которая на, господи, на ВДНХ, это который... Рокус Экспо, Игромир. Игромир, во. Это вот как вот Игромир. То есть это слово, пацаны, ловлю его. То есть это вот как вот, ты приходишь, вот видишь вот этот вот кусок комикона, и видишь вот то, что происходит на Игромире. Вот это примерно то же самое. То есть первый день вот тут комикон. То есть Леш, комикон проходит всю выставку. Это 2 параллельные выставки, они как не относятся друг к другу. Вот это и вот это. То есть завтра я пойду вот именно на Игромир, а вот сегодня я просрал целый день на комикон зашел. Что тебе комикон не нравится?
Чё тебе Комик-кон? Врубай Mortal Kombat. Чё тебе Комик-кон не понравился, я не понял. Просто врубай Mortal Kombat, я тоже не понял. К чему, в чем аналогия? В чем аналогия вопрос? Как он вообще завернул это, как Комик-кон, как в первый день играми. Но я, в принципе, наверное, Леша понял, но Комик-кон плохой. Король русской демократии, король русской мысли, блядь. Собственной персоны. Леша, блядь, 30 годиков. Почти 31 уже скоро. Ладно, я не буду говорить. Что тебе не понравилось? Это что тебе, в принципе, было скучно. Что игры были уровня инди, и что завтра, наконец-таки, ты пойдешь на Игромир, и там будут годные проекты. У меня двоится в глазах и бьет два лёса. Зачем ты повторил то же самое? Ладно, на самом деле, я реально надеюсь, что завтра все будет прикольнее, вот, поживее. Вот, и... Я, кстати, давайте, кстати, вот так вот, чуть-чуть просто поговорим, вот, буквально пару слов о завтрашнем дне. Что нам получается завтра? Ubisoft и Gearbox. Ubisoft и Gearbox. Это что там будет? Gearbox это мужика с пилой? Это Gearbox это Borderlands, это Alien Colonial Marines, это Half-Life, и это Counter-Strike. Gearbox. Ребят, чтобы вы понимали, я 3 дня назад подготовил сводку, чтобы мы не были как идиоты. Я подготовил сводку. Леша, дай 5. По 10, как бы, трансляциям. Написал в описании, что эта студия делала, чем известно, и какие игры мы ждем. Подожди, что? Подожди, там был такой список. Мне это не прислали на почту. На самом деле, этот список мне не понравился. Ладно, давайте, ну, как бы, Ubisoft, я думаю, что, да, представит Extraction, Far Cry 6, на самом деле, блядь, я после Far Cry 5, я прям в Far Cry разочаровался. Серьезно, Far Cry 5 был настолько для меня унылым, что единственное, что меня вытащило, то, что я играл в нее с друганом. И камера опять зависла. На таком моменте. О, да, любитель борды здесь. Да. Чтоб ты, Чпоник, понимал, я подарил Лёше Borderlands 3, Почему и камера он до сих пор... Почему камера не зависла в тот момент, когда у меня кусок труселей было видно? У тебя его периодически так видно. Я подарил Borderlands 3, он так до сих пор ее не прошел. Вот. Borderlands 3 топчик. У меня первый нет. Второй топчик, Надеюсь, первый что... One Love. Да, кстати, Кирилл вот все прошел. Надеюсь, что завтра сиквел говно. Покажут Beyond Good and Evil 2, может, дату, блядь, уже назовут. Надеюсь, что покажут что-нибудь про этот Skull and Bones. Тоже, в принципе, прикольная игра, а такой Thieves для бедных. Про пиратов, что ли? Да. Нихера себе для бедных. Там такой графоний, блин, навернули. Какой там такой же рисованный графон, как в Thieves. Там была, помнишь, тоже какая-то анонсированная игра? Корсар, пацаны, наш вперед! Нет, там была какая-то анонсированная тоже игра, я не помню, тоже про пиратов. Там что-то графона какого-то навернули, прям такого нехерственного, там что-то битва на кораблях. И пираты там. Ты что, пересмотрел «Пираты Карибских морей»? Морей. Вот, и там битвы на морях. То самое чувство, когда человек хочет отдохнуть на море, блядь, но в только своей фантазии. Денежки. Че? Про борду? Понятно. Вот. На Gearbox, думаю, как раз, да, они покажут этот фильм про Borderlands. Может быть, какую-нибудь там DLC-шку там заанонсят. Или, блядь, скорее всего, тоже скажут, есть Borderlands на свитче? Потому что, блядь, если ее нет, точно завтра будет. Отвечаю. По-моему, нету. Прям вот просто вот режу, просто как правду. Завтра Borderlands выйдет на Switch. DLC, мне кажется, навряд ли. Atomic Heart кто будет презентовать? Его, может, на PC Gaming Show. На PC Gaming Show его покажут, да. Его Atomic Heart на PC Gaming Show. А ты, кстати, в этот момент, скорее всего, спать будешь. А что, у Ubisoft только 2 тайтла будет? Far Cry 6, Extraction, Beyond Good and Evil 2 и Skull and Bones. Да. Ну, в принципе, они их растянут минут на 30 каждый, вот тебе и получится 2 часа. Будешь сидеть 30 минут каждого переводить. Вот. В принципе, думаю, завтра тоже будет такой веселый. Завтра геймплей будет точно, извини. Я надеюсь. Самое интересное, интересное, мне будет скучно. Скучно. Вот завтра будет самый крутой день, когда будет как раз таки у нас Xbox, когда у нас будет Square Enix, когда у нас будет PC Gaming.
Это сейчас с этого, с Норлукса? Когда будет PC Gaming Show. Вот послезавтра будет вообще бомбический день. Заготавливаем, ребят, энергосы, потому что у нас выходной, получается, день Конституции, да, перенесли все это на понедельник, поэтому в воскресенье сидим допоздна, фигачим энергосы, общаемся. Потому что PC Gaming Show и Summer Game Fest, это вряд ли будет что-то прям такое вау, будем в таком же, наверное, формате, как сейчас, с включенной камерой с вами общаться. Вот, поэтому, ребят, спасибо всем, кто был сегодня. Неожиданно, правда. Я лично, хоть я и запарился тут, Леша в группе ВКонтакте выложил фотку, как мы тут все это расставили, потому что для нас тоже такой опыт интересный. Первый раз мы собрались именно втроем, чтобы вместе постримить, потому что последний раз, когда такое происходило, был лютый трешняк, шаурма на стриме. Но это уже не, это, скажем так. Не будем вспоминать о плохом. Кому интересно, мы потом расскажем. Так что, ребят, всем спасибо, кто был сегодня на трансляции. Всем спасибо. Не забывайте еще раз заходить в группу ВКонтакте. Там будет вся нужная расположенная информация. Группа ВКонтакте. Завтра будет обзор с розыгрышем. Колокольчики. Так что ждем вас завтра где-то в 21:50, так же как сегодня, запускаем и понесемся смотреть юбисофтовские игры. Так что, ребят, всем огромное реально спасибо, что вы пришли. Мы очень рады. Вот, и надеемся вас увидеть.